Все на нас все время смотрели, думали, они сейчас сдохнут. Сейчас вот сейчас они сдохнут. Какой кайф! Как круто! Вы там умрете. И все 2 недели будете блевать и сломаете туалет на МКС. Мне не тошнит. Мне неплохо. Ну вот какое-то такое странное ощущение, что мне здесь не выжить. Ты это решение приняла сама. Тебе никто не заставлял. Это твой выбор. Ты сделала его сама. Жалость – это унижение. Да ладно? Ну, конечно. А что плохого в пиаре Роскосмоса? Любой мой ответ на эти обвинения – это признание того, что это так и есть. Появляется мужчина, которого тебе предстоит назвать папой. Слов много, всего много. Поступков нету. Хочется влюбиться. Хочется. Это вызывающе, Юля. Вызывающе? Да. Это прекрасно. Скажи, Гордеевой, скажи. Юля! Катя! С возвращением! Ну, Как это было? это было бомба. Ты хочешь забрать себе инициативу. Нет, хлопать здесь буду я. Хорошо. Значит, для следующего хлопка нам предстоит принять важное решение. Цвет. Цвет. Давайте голубой. Голубой. Да. Вот это будет красиво. Да. Это будет И по-космически. чуть-чуть беленького. Чуть-чуть беленького, чтобы было как будто облака. Смотри. Раз. Ну как ты? Я хорошо. Скучаешь? Скучаю и буду скучать. Это то, что хочется вспоминать. Совершенно точно. И как бы там ни было, что бы ни было, все равно это очень хочется вспоминать. И, знаешь, у меня первая ночь была как раз в профилактории. Первая ночь на земле. Я как-то самостоятельно помылась. Такая, все, я сама. Так добралась так до кровати, так легла. Спина чувствует, знаешь, ну вот ты чувствуешь опору сзади, все. Легла и начала, и заснула, ну, практически сразу. И вдруг мне так в течение ночи, мне так казалось, что я так поднимаюсь. Я так... Потом я так брала одеяло и делала так... Как бы прижимала себя к кровати. Потом так опять через какое-то время, как бы мне казалось, что так все поднимается. Знаешь, одеяло, я, и это, и как бы я так... Это такое странное ощущение, оно не страшное, ничего, но просто ты как бы понимаешь, что ты поднимаешься. Чем Юлия Пересильд, которая была до этого полета, отличается от Юлии Пересильд нынешней? Мне кажется, я стала спокойнее. Я всю жизнь как-то нервничала, что я такой суетливый человек. Такой немножко... Мне кажется, что это вот кануло в лету. Я вообще не хочу суетиться, никуда бежать не хочу. Хочется потратить части своей жизни на что-то большое, что-то, что будет важно и в профессии, и в помощи, и во всем. И в жизни обычной тоже. Мы с тобой находимся возле дома Сергея Павловича Королева. Да, мы провели здесь какое-то несчетное количество часов, потому что отсюда уйти было невозможно. Здесь какая-то совершенно особенная атмосфера. Ну, во-первых, надо сказать, что к этому времени я уже много чего почитала про Сергея Павловича. И когда я вот это все увидела, мне отсюда уходить не захотелось. Поэтому я очень рада, что мы именно здесь сегодня с тобой вот сюда пришли. Здесь, помимо того, что прекрасный свет, вот эти вот совершенно невероятные кучки листиков, здесь есть суперскамейка, правильно? Да, мы до ней должны посидеть с тобой. И что это будет значить? Ну, это будет значить, что мы еще раз сюда пришли, я думаю. Вот видишь, вот эта подкова, которую он сам прибил. Здесь перед стартом все космонавты обязательно вот просто сидят на этой скамейке. Мы здесь посидели, как-то так хорошо было. Посидели за столом Сергея Павловича, попили чаю.
И говорят, что до сих пор цветы, которые я поставила к памятнику, до сих пор стоят. Тебя вообще легко впустили? Ну, все-таки ты артистка, да? Нет. Ты вот понимаешь, сколько людей было как будто бы против этого проекта, и что-то говорили, что все не так, все не то. И как сильно нам рассказывали про то, что вы ничего не сможете там сделать, про то, что вы там умрете. И все 2 недели будете блевать, и сломаете туалет на МКС, и обожжете кипятком своих коллег и сами себя. И, конечно, но когда тебе это все говорят, ты можешь в это не верить. Где-то внутри тебя этот страх того, что «а вдруг правда? А вдруг правда мы там не снимем? А вдруг там не будет работать фокус? Но там же не было этого никогда. А вдруг мы туда прилетим?» Я достаточно спокойно отношусь к своей внешности, но мне как-то, вот знаешь, мне очень не хотелось. Ты же понимаешь, что можно вот так отечь и превратиться вот в такое лицо, все, отек, То есть отекаешь кровь там. вот это в голову и все прочее. И я, конечно, этого волновалась по поводу этого всего. Когда мы туда прилетели, все эти страхи через 12 часов закончились. И началась прекрасная жизнь на МКС. Ты пыталась им понравиться? Да, я пыталась им понравиться. Я даже понравиться — это не то слово. Я хотела, чтобы меня полюбили и поняли, что я, что я хороший человек, что я точно сделаю все, вот все, чтобы никому не испортить ничего, чтобы только улучшить, чтобы было хорошо, чтобы было по-настоящему, чтобы было по любви, и что я не поступлю подло, что я надежная, что я крепкая, и что я выдержу многое, и при этом я могу поступить со своими амбициями. Мне было очень важно, чтобы они это поняли. Вот, то есть это для меня не проект, чтобы попиариться. Вот это же сложно, никто в это поверить не может. Ну, это трудно поверить, Я да. очень это понимаю, тоже понимаю. Это не проект, за который я хочу получить миллионы денег. Для меня это нечто большее. Мы как-то привыкли уже к какому-то громкому патриотизму, еще к чему-то. Но мне 37 лет. Через 5 лет мы где-нибудь, в 43-45, моим поколением вот так можем собраться и сказать: слушайте, всем спасибо, мы ничего не сделали. Идут следующие. Прекрасные, мы на них надеемся и все прочее. Но мы ничего не сделали. Не получилось, не вышло. Не вышло. Либо другой вариант, понимаешь? Мы так соберемся и скажем: слушайте, есть какие-то вещи, которые мы сделали все-таки. Не стыдно. У нас получилось. Да, вот так вот, но это все-таки поступок. Мне кажется, что у нашего поколения, у моего поколения не хватает поступков, слов много, всего много. Поступков нету. И как будто бы не было такой возможности, совершать поступки. Поэтому для меня этот проект – это попытка совершить поступок. Грамотная бухгалтерия – основа успеха любого бизнеса. Крепостной Пензенской провинции Степан Николаев варил выдающееся варенье. А в 1804 году получил вольную, открыл семейное производство и уехал в Москву. Кондитерские изделия Николаева пользовались таким спросом, что вся семья даже получила новую фамилию – Абрикосовы. Бизнес рос стремительно. Но Степан умер, а его сыновья не смогли продолжить дело отца и обанкротились. Спас ситуацию внук Степана Алексей Абрикосов. У него был опыт работы бухгалтером в комиссионной конторе. И все свои знания Алексей применил для восстановления бизнеса деда. В итоге за 23 года Алексей Абрикосов не только восстановил семейный бизнес, но и превратил его в целую империю. К 1872 году в ней было 40 кондитерских мастерских. Дело Абрикосовых живет до сих пор, правда, под другим именем. После революции фабрику национализировали и присвоили ей имя большевика Бабаева. Теперь это Бабаевская кондитерская фабрика. Сейчас для того, чтобы запустить и развивать свой бизнес, совершенно не обязательно самому хорошо разбираться в бухгалтерии. Достаточно доверить эту работу профессионалам. Например, банку для предпринимателей «Точка». «Точка» – это надежный и честный банк с прозрачными тарифами, условиями и сервисом.
В «Точке» есть все необходимые сервисы для бизнеса, продуманные тарифы, гибкие лимиты и бесплатные платежи. Главный принцип банка – это честность, поэтому тут нет никаких скрытых под звездочкой или мелким шрифтом комиссий. А еще «Точка» платит за свои ошибки. Например, если сервис банка недоступен, вам возвращают деньги за обслуживание. Если вы решили перейти в «Точку» из другого банка, просто сообщите о своем желании. Все остальное сделают за вас. Специалисты «Точки» сами перенесут ваши данные, сообщат в налоговую новые реквизиты и помогут настроить интеграцию с внутренними и внешними сервисами. Переходим по ссылке в описании, открываем счет в «Точке» и развиваем свой бизнес. В школе ты была отличницей. Ну да. У меня, по-моему, 1 или 2 четверки. При этом ты общалась с хулиганами по-нашему с гопотой. Да. И я им так и благодарна, на самом деле, потому что такая прекрасная пацанская компания, которая, как сказать, жизнь так рассудила, к сожалению, кого-то нету, а кто-то остался и остались приличными, хорошими, порядочными людьми. Но это была такая хорошая школа жизни. Там была только я и Петушкова, вот моя подруга. Петушкова, да, твоя подруга. Вы до сих пор дружите? Да, завтра приезжает. Завтра приезжает. Мы с ней до сих пор дружим. И чему научили? Ну, ты знаешь, научили, что предательство – это никак. Не по-пацански. Это не по-пацански. Научили, что не надо ныть. Научили, что за слово надо отвечать. Сказал, сделал. Научили тому, что надо терпеть. Научили тому, что, вот понимаешь, мы сейчас говорим там про буллинг, еще про что-то, еще про что-то, еще про что-то. Но научили, как и это переживать. Понимаешь? Переживать это. В твоей жизни был буллинг? Ну, был, конечно. Ну, конечно. А есть люди, в жизни которых не было буллинга. Знаешь, если мы будем разбирать вот эти наши полгода подготовки и буллинг, мы поймем, что это почти одно и то же. Но, понимаешь, иммунитет, вот когда мы сейчас там говорим про детей, про буллинг, про все, меня всегда качает, потому что я не знаю, вот как правильно, чтобы дети это прошли, прочувствовали это, да, это очень жестоко, с одной стороны, да, ну и помочь им вынырнуть из этого. Либо чтобы это дети не прошли, и во взрослом возрасте мы столкнулись с тем, что вот каждое, понимаешь, слово в тебя попадает, ты разрушаешься, идешь к психиатрам, психологам. В детском возрасте это как ветрянка, она легче проходит. Вот мне так кажется, понимаешь? То есть у тебя эта ветрянка была? Была, конечно, но вот Это вот в этой пацанской компании или в школе? И в пацанской, и в школе, и везде было. Ну, как-то, понимаешь, как бы научить детям, мы про буллинг говорим, знаешь, говорим про то, что надо помогать, как бы одарить детей чувством юмора. Вот ты понимаешь? И самоиронией. Вот это очень трудно, это же не сформулировать, это же не написать в книжках по психологии, понимаешь? Ну, все-таки, слушай, это очень индивидуально. Кто-то, когда ему больно, не может пошутить. Вот. А ты можешь? Да. То есть, когда тебе больно, ты можешь пошутить. Поверьте, в 90%, когда я шучу, значит, мне больно. Поэтому это лучшее, это лучшее средство. Вот как это, понимаешь, оно потом придет, ты потом с этим разберешься. Но принимать вот все удары нужно, конечно, с юмором. Я нашла и посмотрела спектакль «Каштанка», который ты ставила в Обской, в своем родном городе. И эта история не про собачку. Нет. Это история про девочку, которая уезжает, становится циркачкой, становится супер-циркачкой и все равно возвращается в свою столярную мастерскую. Да. Скажи, пожалуйста, Юля, ты думала о себе, когда ты это делала? Да, безусловно. Только я вот не вернулась и выбрала все-таки эту территорию. Она у меня была, видишь, счастливая территория. Оказалось так, что это моя счастливая территория и моя главная территория. А если говорить про Каштанку, это такой стокгольмский синдром в чем-то, понимаешь, для меня. Потому что это девочка, которая все равно вернулась туда, где ей было так себе, бесспорно хорошо. Ты боялась, что тебе придется вернуться в Псков? Когда я закончила первый курс, и когда я, в общем, вернулась в Псков на какие-то последние деньги, купив билет на 3-ю полку в общем вагоне, я доехала до туда.
потому что общежитие закрывалось. Поняла, что родителям без меня плохо, и вообще надо оставаться здесь, и все прочее. И как ни странно, тогда для меня это было завязано в том числе на материальных каких-то историях, потому что просто тупо не было денег даже обратно вернуться. Не было. И в тот момент вдруг неожиданно мне позвонили с Первого канала. Легкой рукой Константина Львовича он вытащил мою фотографию где-то среди тысячи фотографий девочек на роль в сериале «Участок». Мне позвонили, сказали: мы вас вызываем в Москву на съемки. Я говорю: мне не на что приехать. Ты так и сказала? Они сказали: мы вам сейчас вышлем перевод, тогда я помню, DHL. Я взяла билеты и прилетела. И приехала на поезде, на какой прилетела. Приехала на поезде, и начались съемки. И это, конечно, как ты понимаешь, что это спасло и материальное положение моих родителей, и меня, и вообще, в принципе, вернуло меня обратно в Москву, и вернуло уже... мне на тот момент 17-летней девочке страшно повезло, потому что Нина Русланова, Золотухин, Сергей Безруков, Ирина Розанова, Влад Галкин, Паша Деревянко. И там перечислять можно же бесконечно. Евгения Добровольская. Все эти люди, я сразу их встретила в один момент, в общем-то. И сразу со всеми познакомилась. И, в общем, подружилась, потому что ко мне очень так как-то нежно, как к ребенку относились. Кто бы мог подумать, что Эрнст потом еще раз сыграет важную роль в твоей судьбе. Да. Константин Львович, ты знаешь, я, конечно, всегда к нему с уважением относилась. Всегда. И если посмотреть мою биографию, то там 90% всех фильмов — это сериалы и фильмы Первого канала. Абсолютно. Но, конечно, после этого проекта у меня к нему особенное отношение. Потому что, во-первых, он был всегда... ни разу я не почувствовала, что он как бы начальник. Начальник в плохом смысле этого слова. Понимаешь? Он тебе говорил, что тебе говорить? Например, ты сейчас в интервью, он тебе говорил, чего тебе нельзя говорить? У тебя есть какие-то ограничения? Нет, он говорил мне: давай не будем. Он не говорил, что нельзя, потому что мне вообще, в принципе, не надо говорить нельзя. Не надо мне говорить нельзя, потому что, конечно, я все равно сделаю это. А сейчас несколько интересных фактов на тему шума. На самом деле существует целых 6 видов шума. Белый, розовый, красный, синий, фиолетовый и серый. Самый приятный – это розовый шум. Мы слышим его еще до рождения в утробе матери. Он состоит из сердечного ритма и дыхания и оказывает успокаивающее воздействие. А самый известный – это белый шум. Если не вдаваться в научную терминологию, то это сочетание звуков с равномерным распределением частот. Самые понятные примеры белого шума – это шелест листьев на ветру и журчание ручья. А еще белый шум скрывает громкие звуки и маскирует их. В 2001 году группа инженеров-акустиков из компании Cambridge Sound Management решила использовать этот эффект для создания первых шумовых завес в офисах. Они помогают сохранить конфиденциальность и снижают уровень воздействия отвлекающих факторов. Сегодня компания занимает около половины рынка шумовых завес в США. С новыми наушниками от Philips Fidelio L3 о внешних факторах тоже можно не беспокоиться. Они подавляют окружающие шумы и созданы для ценителей качественного звука. Наушники передают весь спектр частот, и звучание получается сбалансированным и качественным вне зависимости от включенной функции шумоподавления. А если наоборот хочется послушать окружающий мир, то у девайса есть режим восприятия внешних звуков. Гарнитуру достаточно легко подключить к телефону через Bluetooth и слушать любимые плейлисты или использовать кабель и наслаждаться high-res качеством. Полного заряда при активном прослушивании хватает примерно на сутки, а сам процесс зарядки очень быстрый. 15 минут достаточно для 5-6 часов использования. Амбушюры наушников очень мягкие и подстраиваются под любую форму и размер головы, запоминая их. А благодаря легкому алюминиевому корпусу и кожаной отделке наушников, даже после нескольких часов в них нет никакого ощущения тяжести. Переходим по ссылке в описании, заказываем новые наушники Philips Fidelio L3 и наслаждаемся качественным звуком. Откуда вот эта твоя непримиримость? Это от гопоты, это от Пскова, это от одиночества. От чего это? Это от всего вместе.
Я думаю, что вот причина моего одиночества, она тоже в этом, потому что, я сложно себе представляю. Вот, понимаешь, Кать, сложно себе представляю, что кто-то мне говорит, нет. Как это так? Со мной можно всегда договориться, но только не сказать мне нет. Потому что если мне скажут нет, все равно я именно так и поступлю, даже если я не собиралась этого делать. Так всегда было? Так было всегда. И это не то, что я, от того, что у меня появились какие-то ресурсы, или имя, или что-то, и я стала себя так вести. Нет, так было всегда. И мама один раз в жизни, когда я принесла какую-то, 3, хотя у меня все 5, она мне сказала, ты сегодня не пойдешь гулять. Я сказала, как так? Она говорит, сейчас вот будешь я тебя в угол поставлю. Я встала в угол и 20 часов простояла в углу. Мама плакала, просила меня пойти гулять. Говорила, что это все ерунда, пожалуйста, выйди. Я отстояла в углу 20 часов. На характере? Я не знаю на чем, но мне было как-то, я, в принципе, не конфликтный человек, и, в принципе, все люблю делать до того, как мне об этом скажут. А когда мне уже сказали, уже не очень люблю это делать. Честно. Ты же по характеру еще и отличница такая. То есть ты не можешь проигрывать вообще. Да, но я не люблю соревноваться. Для меня это какое-то прямо испытание, и я на них просто не хожу. Вот я не участвую, обрати внимание, во всех этих шоу, хотя меня часто приглашают. В детстве так же было? Наверное, и в детстве так же было, потому что, ты знаешь, например, я была в хоре, была солисткой, было 8 лет, наверное, или 7 лет. И в какой-то момент там мне поставили девочку рядом со мной петь. Это было прямо перед концертом. Я все допела, прогон сделала, и больше туда уже никогда не пришла. Потому что поставили какую-то девочку? Да, как так. Я ни с кем не поругалась. Ни с кем. Я вообще не очень люблю ругаться. Я очень люблю уходить. Быстро. У тебя дедушки военные. Дедушки военные. Папа писал иконы первые. Правильно? Писал, понимаешь, он не был ни монахом, ни кем, он писал их, он и школу мою там расписывал. Он такой человек, который... Разносторонне одаренный. Да, очень хорошо пел, играл на гитаре, был веселым человеком, к сожалению, так не нашедшим себя в этом новом, мире купи-продай совершенно, это он такой человек, это передалось мне по наследству. Мама? Мама вообще у меня экономист, она работала какое-то время на заводе, потом тоже совершенно не смогла с этим устроиться, работала в ресторане какое-то время, и это тоже все мои ночи вместе с мамой, понимаешь. Когда совсем было уже тяжело, она пошла работать нянечкой в детский сад к детям, аутистом. Я тоже туда ходила. У меня мама совершенно, какой-то совершенно невероятный, добрейший человек, который вообще не умеет злиться. И вообще не знает, как не доверять людям. Поэтому часто попадала в разные ситуации. В 11 лет, когда ты осталась без отца и стала становиться старшей в семье, ты все равно мечтала уже тогда быть актрисой? Нет, я тогда еще не мечтала быть актрисой. И надо сказать, что я только потеряла отца, и, в общем-то, практически в этом же году, я поехала на «Утреннюю звезду». Я увидела Москву. Для меня этот город... я сюда приехала, и насколько ребенок мог это почувствовать, да? Я подумала, только здесь я хочу быть. Только здесь. Я потерялась на Ленинградском вокзале, так вышло, и я села спокойно. Тогда еще такие, знаете, эти циферблаты были, когда так цифры переворачивались. Я так села, ничего не испугалась, посидела, подождала, думаю, я буду сидеть на этом месте, меня найдут. Какой-то подошел мужчина, дал мне мороженое. Говорит, будешь? Я говорю, да. Он говорит, ты что? Я говорю, я потерялась. Он говорит, правильно, сиди здесь, все. Я съела это мороженое, и через какое-то время приехали мои учителя, мой учитель по музыке, его жена. Они меня нашли, они были гораздо хуже выглядели, чем я в этот момент. И они меня забрали, и гуляя по Москве, ходя здесь, я думала, ничего себе, как странно, так бывает же. Это мой город. Дальше прошло много лет, и не то, чтобы я собиралась быть актрисой, я подавала, на самом деле, документы, начиная от циркового училища на Тверской, Имской, понимаешь, и заканчивая РГАВком. Это спортивный институт, я подавала документы и на спортивную журналистику в том числе.
Вот, и в первый год не поступила. Ты к Райкину ходила? Я к Райкину ходила, да. Я ходила к Константину Аркадьевичу. А он теперь помнит эту историю? Ну, он приходил потом на спектакль «Гроза-гроза» и говорит, неужели это правда было? Я говорю, да, и я очень благодарна, потому что на самом деле, во-первых, я была чрезвычайно незрелой и, возможно, совершила бы огромное количество ошибок, вот пока я училась. А во-вторых, ты понимаешь, ну так вот бывает, я попала к своему мастеру. Потому Кудряшову? Что, ну, да. Ну, потому что наша встреча, это... Вот не могло быть другой. Не могло, потому что он меня сформировал не только как актрису, он меня сформировал как личность. Это не знаю, что важнее. Он меня сделал другой совершенно. Что ты имеешь в виду? Ну, потому что я приехала... Да я очень много читала книг, меня вот это спасало от такого полного невежества. Я читала много книг. Ну, конечно, я не смотрела фильмов. У меня очень долго дома просто не было телевизора. Я не смотрела фильмы, я не слушала музыку. Я первый раз пришла в театр, когда уже училась у Кудряшова. И он очень много вложил в сил во всех нас, в принципе. У нас много было таких, как я, вот немножко как бы далеких от театра людей. Ну, вот так собрались, понимаешь, такие маргиналы немножечко со всей России. Ну, вот его порядочность, его такое очень как бы подробное отношение ко всему, что происходит, его невероятная трудоспособность, его, знаешь, понятие, что стыдно, что такое не по совести, что такое порядочность, что такое честь, что такое вообще, кто такой актер, и можно ли вот так себя вести, например. Можно ли сказать, что Кудряшов один из первых людей, чью любовь тебе не нужно было заслуживать? Да, мне не нужно было заслуживать эту любовь, потому что он меня и ругал очень сильно, возможно, ну, сильнее, как это всегда бывает, но и любил очень сильно, и любит очень сильно, и он все равно один из тех людей, которые, ну, всегда первыми. Он и ругает так, что если приходит Кудряшов на премьеру, то, ты понимаешь, да, никакие, как сказать, критики разных театральных премий меня в этот момент вообще не интересуют. И вообще главный комментарий после спектакля – это, конечно, комментарий мастера. До сих пор. И он всегда... Он жесток всегда в этом смысле. А что ты читала на поступлении, что он тебя взял? Я читала Федора Абрамова «Альку», я читала разные детские рассказы. Потом я читала Пушкина. Я читала «Письмо Татьяны», кстати. И он взял? Посмеялся, но взял. Ну, я пела много, много пела. И потом у меня был этюд «Бешеная муха», который окончательно, видимо, утвердил меня. Покажи. Ну, это невозможно показать. Но я так вскочила на подоконник, что в этот момент Олег Львович: тихо! Ну, то есть там было понятно, что все нормально с темпераментом. Хотя, ты понимаешь, я настолько была неподготовленным в этом смысле ребенком к театральной какой-то истории, потому что я все время пела. Но я была абсолютно не актерского склада человек, понимаешь? Вот в том понимании, которое вообще бывает. Может быть, это и подкупило. Ну, может быть, это и понравилось, потому что, ну, потом надо сказать, что я честно все рассказывала, и как я жила, и как я была, и как вообще, зачем я приехала. И в какой-то момент он мне говорит, такая сидят, знаешь, свет интеллигенции, это вот мастерская Кудряшова, знаешь, Габриэлов тогда еще там, Татьяна Николаевна Агаева, музыкальный руководитель театра Вахтангова, Олег Львович Кудряшов, он говорит, спойте, пожалуйста, то, что вот вы и пели, вы говорите, что... Я говорю, вы уверены? Вася Шухер, Вася Шамин, ты давай сливайся. Кудряшов сказал, давайте мы забудем об этом. Невесомость – это как? Ой, вот говорят, что космос не для женщин, но это настолько для женщин, потому что, потому что вот, я не знаю, как, ну, космос тоже, но невесомость точно для женщин. Ты знаешь, я очень как люблю танцевать. Это невозможно объяснить. Но вот ты, понимаешь, у нас все время там в этом СМ-модуль, но это вот такое пространство, понимаешь, там 4 прекрасных мужчины, и я с ними. Ну, конечно, я при них же там не буду танцевать, знаешь, ну как, а очень хочется. А твоей каморки у тебя личной там нету? То есть ну, там такая каморка, это шкаф. Ну, ты не попляшешь? Ну, там не попляшешь. И знаешь, они как только улетали на эксперимент, эти короткие 15 минут, когда никого в СМе, я сразу чувствовала себя какой-то балериной или какой-то современной танцовщицей, которая как бы, ты как бы... Пум,
полетел, туда полетел. Ну, потом они очень быстро все прилетали, я как бы становилась сразу серьезной. А как только они улетали, знаешь, когда как родители уходят из дома в подростковом возрасте, я там что только не делала, понимаешь? Мне все время хотелось петь и танцевать. Ты чувствуешь себя какой-то феей, которая может летать. Ты легкий, ты воздушный, ты можешь все. Ты как бы, захотел туда, полетел. Вот так стоял, потом так ногами, так, 1, 2, 3, перевернулся. Потом эти волосы, которые, ты понимаешь, как сейчас рассказывают, какой она сделала начес. Я не делала начеса, ребят, я просто распустила волосы. А почему ты их не собирала, вот скромный пучок? Я объясню, потому что там волосы, когда распущены, это удобнее, чем пучок. Почему? Потому что они вообще тебе не мешают. Вот я на земле так, в общем, чрезвычайно редко в жизни хожу с распущенными волосами. А тут они тебе не мешают, они не лезут в глаза, они не дотрагиваются до шеи, они все время стоят, наверное. Это вызывающе, Юля. Вызывающе? Да. Это прекрасно. А как там краситься? Первый мой грим в космосе. Я встала 6 утром. Первые 12 часов мне было... Я просто легла спать. Я когда прилетела, мы открыли люки, со всеми познакомились. Я еще полетела смотреть все медицинские укладки, весь реквизит, который мы привезли с собой для этой огромной сцены. А ты играешь врача? Да. Я играю торакального хирурга, и мы так распределились с Климом, что свет, звук, видеоизображение — это на нем, а реквизит, костюмы, грим, и все эти задачи скрипта — это на мне. Этого реквизита было столько, такие, знаешь, иголки, такие трахеальные трубки, в общем, огромное количество медицинского реквизита. Я слетала, еще проверила, все ли долетело, и дальше я почувствовала, я, наверное, здесь умру. Да, мне не тошнит, мне неплохо. Какое-то такое странное ощущение, что мне здесь не выжить. Правда. Вот первые несколько часов. И я по совету нашего врача экипажа Вадима, он мне сказал, если ты почувствуешь себя плохо, хоть в чем, ты должна лечь. Ты должна лечь и спать. А как можно лечь, если ты не летаешь? Лечь, неважно. Ты должна и спать. То есть ты как в позе младенца там спишь, получается? Ты понимаешь, ты можешь спать там в любой позе. Где угодно причем можешь спать. Там формально есть эти каюты. На самом деле спать можно где угодно. Ты просто и все. Желательно прикрепиться, иначе ты улетишь просто из модуля в модуль, желательно прикрепиться, чтобы тебя потом могли найти. И я легла спать. Я проснулась утром, в 6 утра 6-го. Я так хорошо себя чувствую. Так. Оп. Все хорошо, голова хорошо, я выгляжу нормально, чуть-чуть отекла. Потом такие были специальные браслеты на ноги, чтобы кровь чуть-чуть оттекала. Я думаю, так, врач сказал, делаем. Раз. Я завязала эти браслеты. Где-то через 50 минут ушел отек. И я начала гримироваться. Знаешь, я так достала косметику, и она так... Ты не представляешь? Я думаю, так. А это еще говорят, что в обычной жизни ты не любишь краситься и плохо красишься сама. Да, я не очень люблю. И дальше я, на каждый, на помаду, на, крем тональный, на все наклеила велкро. Вообще все на станции держится на велкро. Велкро это липучка, знаешь, это Я на все наклеила велкро, и у меня такой прям иконостас такой из этой косметики. Ты что-то берешь, накрасился, приклеил. Если ты не приклеил, больше ты этого никогда не найдешь. Нужно быть очень внимательным по отношению к каждой маленькой детальке. Иначе ты этого никогда не найдешь. Я накрасилась, и мы полетели с Климом снимать первые кадры. Сразу? Сразу. Нет, мы еще позавтракали, мы еще начали, уже ходили в туалет, уже умылись, почистили зубы самостоятельно, это все сами сделали. Чистить зубы, например. Я буду спрашивать про такие... Чистить зубы? Ты знаешь, у космонавтов такие вещи, неловко спрашивают, сразу на тебя смотрят, как... Чистишь зубы, так берешь чуть-чуть воды, сразу чистишь зубы, и в полотенце все это выплевываешь. В полотенце все. То есть основательно почистить невозможно? Нет, в принципе, возможно, но просто ты не сразу к этому привыкаешь. Равно как мыть голову. Я мыла голову каждый день. Ты так берешь такой пакетик, капельку воды, она впиталась. Капельку воды, так долго-долго-долго голова намокает, потом ты берешь шампунь, это все намыливаешь, и дальше начинаешь всю эту пену смывать мокрыми полотенцами. Это длится какое-то время. Я не сразу так быстро,
тем не менее. Никто никогда не показывает, как космонавты ходят в туалет. А мне кажется, знаешь, как-то в фильмах про войну все воюют, но никто не писает. Юль. Слушай, ну как ходят в туалет? Как ходят в туалет? Значит, есть такая трубка, такая воронка. Как в самолете или как в поезде? Нигде такой больше нет. Как пылесос? Это пылесос. Это пылесос, только с такой вот желтенькой воронкой, которую ты присоединяешь и писаешь, включаешь пылесос и писаешь. И все в нее писают, И космонавты. все в нее писают. Все по очереди. Ну, блин, а как? Есть такой, ну как бы это как будто бы унитаз. На самом деле он вот такой вот, со сменными такими вкладышами, которые нужно менять. И те, кто не поменял вкладыш, в общем, будет катастрофа. Все равно, конечно, страх, ну, дикий. Ну как вот сейчас, господи, замигали все эти лампочки. Правильно ли ты сейчас все это делаешь? Ты вроде понимаешь, что Это ты правильно. когда в туалет хочешь? Конечно. Ты должен включить, выключить вовремя это, тут то. Это целое как бы... Прости, господи, тоже... тут ты обосрешься как раз. Именно это и может произойти, если ты как бы замешкался. В какой момент ты поняла, что они меня приняли? Кто-то принял с первых Сразу. дней. Это были люди, на которых я опиралась с большой радостью, с большим счастьем. А кто-то делал какие-то мелкие пакости до последнего дня. И я думаю, продолжит их делать. Ну, есть такие. Ну, А вот как это выглядят кто-то. пакости? Слушай, ну это... Ну, пакости — это шуточки. Пойми, к киношникам, к актерам отношение как к каким-то легкомысленным людям, которые сначала идут по красной дорожке в Каннах, а после этого сразу летят на Мальдивы. А с Мальдив снова возвращаются на красную дорожку. Тут они не на тех немножко попали. Они попали совсем до других людей. Я в жизни своей в офисе никогда не снималась, понимаешь? У меня то взрывы за спиной, то ледяные реки, то водовороты, то еще что-нибудь. Поэтому на самом деле мы нормально проходили этот путь. Все на нас все время смотрели, думают, они сейчас сдохнут. Сейчас вот сейчас они сдохнут. Да нет, нормально. Перед этими полетами на невесомость нам сказали, возьмите с собой пакетики. Пошутили люди, которые нас очень любили. Пакетиков побольше возьмите с собой. Я думаю, господи, неужели мы обосремся сейчас? Я этих пакетиков везде положила, думаю, нет, только бы не это. Вот эти перегрузки пошли, вдруг невесомость. Я так, какой кайф! Как круто! Боже мой, что они нас пугали? Так это же кайф, это же невероятное, просто, это же что-то невозможное. Но, Кать, так было не со всеми. С нами летели еще другие люди. Было им плохо. Я видела, что такое, когда люди уходят. Просто как бы... И все, и человека нет. Когда вот это рассказывают, что кто-то куда-то попал по блату, Через ребята, постель, welcome. Юль. Ребята, welcome. Я думаю, что людям, которые говорят, что это по блату, надо просто организовать 10 минут кручения на вестибулярном стуле. Вот просто мы видели, как люди блюющими оттуда уходили. И я предложила, я Климу, я говорю, я тебя умоляю, пожалуйста, самое простое испытание. Давай на премьере поставим вестибулярное кресло. И все те, кто уверены, что кто-то по блату полетел в космос, они пускай начинают с 3 минут. Мы их сразу унесем, а потом Будем уточним. выносить других. А потом уточним. Очень важный вопрос. Как в космосе плакать? Так вот вообще никак. В смысле? А вот ты представляешь, слезы не текут. То есть Я- ты все-таки плакала? в Я космосе? плакала. Кто тебя довел? И не буду говорить. Ну, ты плакала. Плакала. Один раз плакала в жизни, другой раз в фильме. И как это, куда они? То есть вот у Ты тебя знаешь, они вытекает и такой- сразу... образуется такая пленка. Сначала на глазу. Ты прям видишь вот эти слезы, они так вокруг глаза, так вокруг глаза. И думаю, ну, может быть, они сейчас вот так надуются тогда. Ты знаешь, я же начала, когда плакать в жизни, я сначала плакала, а потом посмотрела в зеркало, и как все девочки, ой, а как они... Вот так. Как у тебя такие водяные... Да, такие как водяные, знаешь, вот такая вот. Сначала они прям вот просто в глазу, потом их, когда много накапливается, они так начинают вот так вот размазываться по глазнице, вот так вот. То есть, в принципе, потом можно сделать вот так вот, и они как бы отлетят, но это не будет так, как у Сандры Баллок в «Гравитации», вот это... Да. Так не будет. Сколько бы ты ни плакал, я много слез пролила. Потом в кадре был этот момент, когда у нас была такая сцена,
Я плачу, не видно. Ну, то есть как видно? Ну, видно, что вокруг что-то намокает. Так мы вывели Сандру Баллок на чистую воду. Хотя такая крутая сцена в «Гравитации», ты знаешь, я, когда просто смотрела, мне казалось, что это крутая метафора, ну, вот что, когда она встает на землю, выходит из воды, встает на землю. А вот после приземления и после того, как ты так на землю встаешь, ну, понятно, что нас там держали и все прочее, а ног ты не чувствуешь. Ну, ног, их как бы... То есть, если бы на самом деле вот нас отпустили, вот это была бы вот ровно такая же сцена, как она выходит. И то есть мне это казалось, что это крутая метафора, когда ты встречаешься с землей, и как ты не можешь идти. А это еще и правда. То есть это и метафора, еще и правдивая метафора. Ну вообще. Пахнешь космосом. Пахнешь. Моя девочка. Моя девочка. Не, ну... Я говорю, она пахнет, еще пахнет. До конца жизни будешь ходить в это? Да ты понимаешь, еще пока нет сил надеть, понимаешь, что-нибудь другое. Не хочется. И не хочется пока. Привет. Привет! Приземление. Это точно. Ты видела инопланетян? Нет. Ты же мне обещала. Ну вот нет, не видела. Ни инопланетян нету. Точно? Тут стопудово. Вот я тебе говорю, я все время поглядывала. Нет, нету их там. Я их там не увидела. Как там? А как там Меня... она быстрее крутится? Не, она крутится, конечно. Прям видно? Да. Не, ну а самое главное, ты понимаешь, ты так смотришь на это все. Ты видишь эти прекрасные моря, эти острова, эти какие-то горы. А самое главное, мы когда там, наверное, в куполе были, мы видели северное сияние, такая зеленая пелена вокруг. Или, например, когда ночь, ты видишь, как молнии сверкают на земле, так такая дискотека. Но самое главное – это невесомость. Ну, это ощущение. Полеты, да? Да. Как в воде похоже? Ты в воде все равно чувствуешь хоть какое-то сопротивление, еще, а ты тут просто летишь. И ты как бы летишь и летишь. Там же нету ни потолка, ни пола, ни боковых. Там нету этого, разницы нет. Что так вверх ногами перевернуться? У тебя есть ощущение, что ты головой? Нет. Ты переворачиваешься так, поэтому огромное количество материала снято вот в таких мизансценах. Потому что это гораздо более удобнее, органичнее. Так же не придумать было. Туда прилетели. Да. Этого мы придумать не могли. Ну как, это невозможно. Там этого нету. Пол. А какая разница, что пол, что потолок? Ты что? Как родители. Живы. Живы. Ну, слушай, ну... Я папу увидел, ну просто... Я заплакал, когда увидел папу там. Стоит простой человек. Простой из какой-то глубинки. Большая ракета, а он маленький. И там сидит его дочь, которая будет героем Советского Союза. С одной стороны страшно, с другой стороны не верится. Знаешь, ну такая была картина простая. Вот я бы, если художником, я бы нарисовал бы твоего папу. Понимаешь, вот как он стоял достойно так. Понимаешь, не прыгай, не бегай, все. Как правильно? Твой папа? Папа. Твой новый папа, второй папа, первый папа. Как правильно это говорить? Он, понимаешь, он в результате единственный, потому что все равно как бы, ну, в своем внятном возрасте, и все пути уже, а теперь уже, понимаешь, мы дорабатываем наши отношения уже, как ни странно, вот в этом возрасте, когда он стал дедом, и когда вдруг я подумала, боже, какой он офигительный. Ну, он кайфовый дед. Какой он кайфовый, и вообще, это моя опора. Это моя, вот как бы, в общем, в таком абсолютно бабьем коллективе, вот она опора. В каком возрасте он появился? Тебе сколько было? 12. То есть прошел всего год. Ты, я так понимаю, любила отца. Очень. И вот появляется мужчина, которого тебе предстоит назвать папой. И это не сразу, наверное, произошло. Ты знаешь, я Серегу папой не называю, и это было, ну как сказать, это было его такое классное, наверное, с этого момента началась какая-то наша дружба,
потому что он так очень серьезно и очень просто поговорил со мной и сказал: послушай, вот это вот папа, не надо. Папа, он один, он был, мы как бы его все помним. Вот это папа. А я твой друг, я с тобой, я как бы твой отец, но вот, понимаешь, не надо вот этого, знаешь, переламывания себя, папа, вот, понимаешь, это... Я его с какого-то совершенно юного возраста называла Серега. Серега, он так и остался, понимаешь, название, как я его зову, никакого отношения к нашим отношениям не имеет, потому что он для меня, конечно, отец, и человек, который меня взрастил. Были разные ситуации в нашей жизни, разные, но мы как-то все это пережили, остались вместе, и я точно знаю, что он надежный, вот он как стена. Это вы же с ним поете под гитару? Да. Да, Катя. Мы любим посидеть. Оказывается, космонавты тоже любят. Ты обещала мне рассказать про левый берег Дона. Значит, вот мой отчим, мой папа, да, который меня вырастил, который всегда вот со мной. У нас дом отличался тем, что дома собирались веселые, разбитные мужские компании со всеми вытекающими, с Высоцким, с гитарами, со всем. И, как правило, братва в 3 часа ночи приходила к мысли о том, что очень хочется, чтобы Юля спела «Левый берег Дона». Мне в школу, мне все. И каждый вот это вот, они меня будили, говорили: пожалуйста, ну вот просто вот это как себе, давай спой. И я все время думала: господи, вот для чего все это, понимаешь? Вот что это? Это закончится когда-нибудь. Выпускают Кирилла Серебренникова. Кирилл Серебренникова. И мы отмечаем его день рождения. Ты понимаешь, я же и тебя, и Рому Зверя, и Кирилла Семеновича, как ты понимаешь, и давно знаю, и люблю, и все. Но как бы вот эти вещи у меня как-то они не соединялись. И вдруг, я уж не помню, Кирилл или Рома, или кто-то сказал, или ты сказала: а давайте нашу. Нашу? Я как бы, какую нашу? И вдруг: играй. Я говорю: дайте мне микрофон. Это я помню. Дайте мне микрофон. Вы должны понимать, что эта песня, знаешь, она там, в подкорке. Это песня. Значит, проходит время, мы сидим вот сейчас в реабилитационном центре, и уже как бы, ну, последний день, когда мы все вместе. И тоже немножко грустно, потому что как бы мы так были сейчас в такой плотной связке с ребятами, а понятно, что мы же не дети, мы же понимаем, что мы будем встречаться редко. И вообще, ну как? А как нам встречаться? У них свои дела, у нас свои дела. Ну, это такое расставание все равно. И вдруг чего-то они говорят: давайте споем вот там вроде как нашу, все. И Алексей Овчинин и Олег такие: играй. Я говорю: ребята, стоп. А выясняется, что Леша Овчинин служил в Ростове, и Олег туда к нему тоже приехал, и они там жили семьями, они прошли там целую какую-то, ну, свою жизнь. И я думаю: боже, вот это история одной песни, понимаешь? Вы что, петь сейчас будем «Левый берег Дона»? А как? Давай. Играй, моя гармоника, играй. Мы на земле искали рай, и он казался нам несбыточно далек, а до него рукой подать, чтобы наступила благодать. Давай-ка сядем в этот старый катерок. А до него рукой подать, чтобы наступила благодать. Давай-ка сядем в этот старый катерок. И левый, левый, левый берег Дона, пляжи, чайки, плесы у затона. У нас другие порядки. Рядом, рядом омуты мели. Мы до них добраться не сумели. А мы сумели. Мы на 2 голоса с тобой спели. Это надо ехать в Ростов. Вы теперь уже внутри, в дома Королева. Я так понимаю, что тут все так осталось, как было при Сергее Павловиче. Это его очешник, видишь? Это все, вот как он ушел на операцию, все так тут и осталось. Мой любимый уголок – это вот здесь, вот тут висит пальто Сергея Павловича, шляпа его. Я помню, когда я первый раз увидела, так прям, знаешь, как-то, знаешь, так робко даже стало. Вот правду говоришь, будь здорова. Стало робко, потому что вдруг ты как будто, знаешь, вот входишь в дом человека, не просто в музей, ты входишь в дом человека.
крутое ощущение. Мне вообще кажется, что фигура Королева, она как никакая другая олицетворяет то, какой ценой у нас в стране все делается, и каких усилий, каких жертв это на самом деле стоит. Мне подарили такую книгу «Письма Сергея Павловича Королева к своей жене». И я это весь Байконур так растягивала, знаешь, читала по несколько писем в день. И, вот для меня это и есть любовь к своей земле, вообще к тому, что ты... ты представляешь, что он пережил? Как тяжело. Он рельсы на Колыме клал. И, казалось бы, вот этот человек должен бросить все и точно ненавидеть это все. Вот для меня это самые великие люди, которые смогли это все как-то ненавидеть. Видишь, как это ненавидеть? Нет. Вернулся и сделал все то, что до сих пор нас питает. Видишь, то, что до сих пор вообще ничего лучше не придумано пока. Это все он. И я тебе должна сказать, что к вопросу о вот таких титанах, они у нас тоже есть. Они есть. Например, когда я приехала на Байконур, у нас была первая примерка ракеты, и я ждала очень встречи Сергея Юрьевича Романов, это главный конструктор, и я так искала глазами, я не знала, как он выглядит, и все. Говорят, невероятный мужик. И человек заговорил. Я не помню, про что он нам говорил на тот момент, потому что я так смотрела, и вот с каждым его сказанным следующим словом я понимала, что мне не страшно. У меня была единственная просьба. Я к ним подошла после этой примерки. Я говорю, я вас очень прошу, поведите меня к ракете. Это почти как, знаешь, это почти как папа невесту. Да. Я говорю, вот я очень хочу, чтобы вы меня вели к ракете. Мне будет спокойно. Потому что, как его любят все космонавты, он как отец родной для них, для всех. И если Романов сказал, не будет проблем, не будет. И он сделает все. И там же не вопрос, понимаешь, что-то по документам или не по документам. Он сделает все. Он надежен, как скала. И поэтому в результате к ракете меня вели вот Сергей Юрьевич и Константин Львович. А Константин Львович, потому что это совместный проект Роскосмоса и Первого канала. Да. Я, конечно, была счастлива и тому, и другому, безусловно. Я была счастлива. Такая, понимаешь, небольшая дорожка, на самом деле. Я думала, мы долго пойдем, а то быстро закрыть, на самом деле, 5 шагов. Но, тем не менее... Там эти пинка потом должны дать, да? Да, дали. Сергей Юрьевич очень интеллигентно дал мне пинка. Мы, кстати, после полета еще с ним не виделись, и я мечтаю с ним встретиться. Я надеюсь, что у нас будет такая возможность увидеться. И уже так все сказать, знаешь, открыто. И Константин Львович, который дал мне пендель такой, что еле состыковались, понимаешь? Ладно, не может так быть, чтобы тебе не было страшно. Конечно, мне было страшно. Я никогда не говорила, что мне не страшно. Мне не было страшно в ракете. А чего уже? Как это бессмысленно. Чего ты боишься? Мышей, крыс, змей? Ты чего-нибудь боишься? Я боюсь людской зависти. Так ты в ту профессию пошла. Я боюсь человеческих чувств. Я боюсь нелюбви. Я боюсь равнодушия. Я боюсь зависти, боюсь ревности, когда они выходят за рамки. Это я сильно боюсь. Я боюсь, прийти куда-то и оказаться в нелюбви. Это для меня самое большое наказание. Ты знаешь, пройти какой-то путь вне любви. Тем более, что ты большую часть своей биографии прорываешься через нелюбовь к любви. Да, так часто бывает. Потом эта любовь становится, сильнее и по-настоящему заслуженная и прошедшая через что-то. Через страдания. Через страдания, безусловно, всегда. Но, ты знаешь, я уже к 37 пришла к тому, что, ты знаешь, а может быть, можно все и без страданий. И я все время в этом проекте, когда мы были в нем, я все время думала, почему так прям только через такие, знаешь, страдания, через такую боль, через все что-то? Может быть, просто на это как-то надо по-другому посмотреть. Как-то с какого-то другого ракурса. И мне часто становилось лучше, когда я так делала. Я думаю, хорошо, он обидел тебя, этот человек. И что? Посмотри на него с другой стороны. Попробуй его понять. Попробуй принять, отпустить его. Это его. Отдай это ему. Понимаешь, отдай это ему. Пусть он с этим сам мучается.
Наверное, если бы я была вот как Юля в обычной жизни, которая подключается так, что как бы вырывает как бы все вокруг и саму разрывает, я бы просто не справилась. Я бы сгорела гораздо раньше, чем мы сели в ракету. А ты вообще была готова к такой ванной, водопаду хейта? Да я вообще не считаю, что есть ванна хейт. Ну что там, какая-то сумасшедшая блогерша, которая пишет там из разряда... Ну вот если она погибнет, ей поставят памятник на малой родине. Жила это на мне. Ну и что? Ну неужели... Кто она? Ну кто она? Ну что она сделала? Это бессмысленный какой-то пустой хейт, его так много. Понимаешь, сейчас они переключатся, еще какая-нибудь премия выйдет, кто-нибудь придет в женском платье или кто-нибудь с кем-нибудь поцелуется, и они всю свою волну хейта перекинут быстро на них, а мы останемся. Так в какой момент тебе стало страшно? Ты знаешь, мне стало страшно дня за 4 до старта. И было страшно один раз в августе, когда я уже понимала, что мы летим на Байконур и все прочее, когда я писала письма детям. Ну вот это был просто... Это был не то, что страшный момент. Это был такой момент, когда ты пишешь эти письма, ты как бы это все делаешь, а потом ты думаешь, блин, подожди, ну тебя же под дулом пистолета никто туда не ведет. Ты же можешь сказать сейчас, например, нет. Тебя никто не заставляет, ты сама приняла это решение. Вот очень было трудно с самой собой поговорить и сказать, подожди, ты это решение приняла сама. Тебе никто не заставлял. Это твой выбор. И сейчас уже некому сказать, что подожди, меня заставили. Ты это сделал, ты сделала этот выбор. Ты сделала его сама. Я понимала, что все очень надежно, и все хорошо, и все правильно, но, ты знаешь, ну это же может быть везде, и в том числе здесь. Ну, вот это было трудно себе сказать. Юль, это ты, и это никто больше. Вот когда я с этим смирилась, это было вот сначала в августе, когда я писала эти письма, когда я думала, чьи телефоны друзей оставить. Ты понимаешь, это такой... А чьи телефоны друзей оставить? Чьи ты оставила? Ну, не всех можно называть, но я оставила телефоны. Оставила, ну, я не могу сказать, это просто... Ну, я Жене Миронову, конечно, оставила телефон. Я Наташе своей оставила, Паша Акимкин. Ну, еще каких-то людей, которые, ну, просто, наверное, в каком-то глобальном смысле, ну, как бы могли бы поддержать детей. И когда ты это все сделал, как бы... А у тебя была страховка? Ты знаешь, у меня была какой-то в последний момент, Роскосмос нам сделал страховку. Я даже не знаю, я уже была в этот момент как бы... Наташа моя этим всем занималась. Директор твоя? Да, мне было уже неинтересно в этот момент, там, что, страховка уже как бы было чуть поздно. Это уже было почти на Байконуре. Мать поэтому... двоих детей. Слушай, ну, ты же понимаешь, что ни одна страховка не решит той проблемы, которая могла бы возникнуть, поэтому я на это не сильно надеялась. Вот. А потом за 4 дня до старта мне стало очень волнительно от 2 вещей. Вот это выход из гостиницы, вот когда ты выходишь. И все на тебя смотрят. И все смотрят, и там твои дети, и ты их не видел месяц. И вторая – это встреча за стеклом. Это когда ты не можешь прикоснуться к детям, когда ты не можешь их обнять. И ты их видишь вот этот месяц и понимаешь, что сейчас еще 12 дней, но дело не в этом. Ты понимаешь, что там, понимаешь, ты через 15 минут сядешь в ракету, и для них это будет гораздо тяжелее, чем для тебя. Потому что ты готов, ты все знаешь, а они не понимают ничего, что сейчас происходит, понимаешь? И как это будет? Я очень заволновалась, я думаю, боже, я же не смогу не плакать. Как? И я очень долго, знаешь, как бы так перенастраивала себя внутри, знаешь, потому что все говорят и прощание, и прощание, и прощание за стеклом. Я думаю, мне надо переформулировать просто вот это слово. Вот прощание, мне не нравится это слово, оно меня как бы как актрису выкручивает на какой-то другой эмоциональный настрой. Слезы, понимаешь, вот это все, руки за стеклом, понимаешь, ну как это? Я думаю, прощание – плохое слово. Мы вместе пришли на этот праздник, мы пришли отпраздновать это событие. Вот мы сегодня празднуем... Женщина. Ну, я не железная, поверь мне. Это я сейчас тебе так рассказываю. Ну, это вот да. стоило мне много часов ночных разговоров с самой собой, безусловно. Это не то, что я так... отпраздновать, классная идея. Нет, это многочасовые разговоры с самой собой. И поэтому надо сказать, что и за стеклом, и на выходе мне было хорошо. Мне было прям радостно, весело и хорошо. Мне не было страшно. Конечно, сердце ёкнуло на стыковке, но это правда. Это просто было как бы так.
Я могу приступить к расчетам. Я, оказывается, я вчера послушала, я, оказывается, не просто сказала. Я просто не помню, честно, я не помню, что было дальше. Я, оказывается, все это называла, я, оказывается, L8, что-то, БИУС, все это повторяла, и я сама себе удивилась, потому что обычно нештатные ситуации все-таки мы не участвовали, то есть это дело командиров, мы не разбирали прям нештатные, мы их как бы выполняли на своих функциях УКП, а вот в таком режиме как бы такого-то не было. Но как-то я стала это называть. И, видимо, какая-то часть моего мозга была включена сильно. Потому что я не помню это, правда. Ты понимаешь, что я повернулась на Клима. Я на него посмотрела. Так, это было несколько секунд. Мы просто замолчали. Я сказала эту фразу. И... Ну, ты знаешь, не было ни упаднического настроения в этот момент. Вообще никакого не было, ничего не было. Я просто подумала, так тоже бывает. В конце концов, так могло быть в любом месте. Бывает. Ты знаешь, надо было эту мысль, как бы, она такая секундная возникла, и надо было сразу про это все забыть. И мы начали работать. И, в общем, это гений Антона. Я очень надеюсь, что его наградят еще раз, правда. Без связи. В тени, то есть без света, с первого раза. В тени, в космосе, это прям совсем темнота. Да, это ночь. Идеально состыковался. Идеально, с первого раза. Это потребовалось, не знаю, сколько минут, 15, 20. Идеальная ручная стыковка. Просто, понимаешь, без нашей, в общем-то, помощи, я имею в виду, мы же не борт-инженеры все равно, да? Мы не борт-инженеры, что-то где-то там им подсказывали, но как он это сделал очень спокойно вообще, без... У вас в этот момент нет связи ни с кораблем, ни с землей, ни с кем. И когда появилась связь, мы уже состыковались. С кем были девчонки твои? С мамой, с папой, с няней, с их папой. Мои друзья, мои кудряши как-то созванивались, приходили. И там Чулпан дала свой телефон, что на случай чего позвонить. Ты волновалась за их психологическое состояние? Очень. Очень. Это даже невозможно себе предположить, потому что я все время думала, если что-то случится, как они это переживут, как просто это, как пережить, как правильно, как бы вот как им помочь. И они, конечно, стоически все это выдержали. Просто стоически. Я даже от них такого не ожидала. Я думала, что они еще как бы дети. Но я всегда понимала, что они так, знаешь, все время со мной, они видят все, что происходит, они видят моих друзей. Я никогда, все взрослые вечеринки, все премьеры, все съемки, все разговоры, все трудности, они как бы все это видят, слышат. Это мой принцип такое воспитания. Мне хочется, чтобы они были рядом. Я ни от чего их не уберегаю. Вот дети, им вот это не надо. Как бы детям, я считаю, надо все. Но окончательно я, конечно, поняла, что они очень взрослые вот именно в этой ситуации. Потому что Аня, она вообще просто была мега-организатором, который все в этот момент организовывал. То есть она стала такой, какой ты была в свои 11-12 лет? Безусловно, да. Она просто взяла всю организацию, значит, так, здесь мы пишем песню, здесь так, бабушку сюда, дедушку сюда, так, это. Моя Маша на 3-й день моего полета сломала руку. И я так звоню, а времени у них уже, 11, 15, 11:30. Я так звоню, говорю, привет, как дела? Та-та-та-та-та-та, все прекрасно, шутят, смысл. Я говорю, а где Маша? А Маша, они с собакой гуляют. И я говорю, стоп, а сколько времени? Я говорю, что случилось? Говорит, Маша руку вывихнула. Я говорю, сломала? Она говорит, нет, да они просто едут сейчас там в клинику. Я говорю, сломала. Я ей говорю, я позвоню через несколько часов, узнаю, со смещением или нет. Она мне такая говорит, нам уже сказали без смещения. Я говорю, ладно. И я понимаю, что это, ты знаешь, это как бы это не случайно. Это такое, они бесились на кровати, дурачились там с другими детьми. И я понимаю, что это такой как бы, вот ей надо было сломать эту руку. Вот надо было, это такой как бы... Что ты в этот момент чувствуешь? Ты же не можешь ни помочь, ничего сделать.
Ну, это да. Ну, я должна сказать, что я достаточно спокойно, как ни странно, это пережила. То есть у меня было какое-то такое первые минуты, такое чувство безысходности, что ты как бы... Блин, ей больно, а ты не можешь ее обнять. Ей больно, ты не можешь ее обнять, ты даже не можешь ей ничего сказать, потому что а куда ты едешь в больницу без тебя, что вообще невозможно, да? Если бы я была сейчас на любых съемках, понимаешь, если бы это было в территории Москвы, то я прилетела бы ракетой туда, в эту больницу. Что ты чувствуешь? Что ничем не можешь помочь. И, наверное, они справятся сами. Вопрос, стоит ли то дело, которым ты сейчас занята, вот этой жертвы, возникает у тебя в голове? Такое ощущение у меня возникало, и перед полетом возникало. Я думаю, боже, в моей жизни такого не было, чтобы я на месяц оставляла детей. И для меня это, ну вот кто-то послушает, скажет, господи, ну подумай, что на месяц оставить детей. Для меня это очень тяжело было, очень тяжело. И их там звонки, вот эти видеосвязи, все это меня на самом деле, с одной стороны, ты заменяешь этим как бы живое общение, но тебя это в какой-то момент начинает как бы прям терзать, потому что это за видеообщение с детьми, что это такое? Как это? Ну как это? Ну, я так рада, что мы этот путь прошли, я думаю, девчонки тоже повзрослели. И теперь мне станет с ними еще интереснее, потому что мне всегда было с ними интересно. Я, с одной стороны, как бы отношусь к ним как к детям, и я такая абсолютно мама-мама, которая, и могу с ними проваляться там в кровати, значит, несколько часов. То есть абсолютно вот это моя часть, самая прекрасная часть. Но при этом мне с ним всегда интересно. Вот правда. На самом деле они с какого-то совершенно юного возраста стали для меня, больше, чем просто детьми, которых я там говорю, так, значит, это нельзя, это можно. Можно ли сказать, что таким образом ты компенсируешь свое детство? Наверное. Наверное. Потому что у меня все-таки детство было... и не так принято это было, особенно вот в нашем кругу, где мы росли. Ты знаешь, мама, которая меня любит, я всегда видела это в ее глазах. То, что мама, папа любят меня, вот знаешь, как какое-то божество, да? Это я всегда видела в их глазах. Но при этом, например, вот сейчас мы с мамой обнимаемся, а в детстве я не помню это. Я не помню, это как будто бы как-то было не принято, что ли. Или чтобы я пришла к маме, пожаловалась и сказала, что мама, мне кто-то... Я даже, понимаешь, я сформулировать это даже не могла, чтобы вот я пришла и сказала, мама. Сейчас можешь? Нет. А дети твои могут? Да. Большой путь проделан. Да. Что ты писала детям? Я не могу пока, я еще слаба в этом смысле, чтобы это перечитать, потому что я знаю, что они где-то получились у меня листа на 3 каждая. Огромные такие письма. Я даже не... Ты понимаешь, это такое, я вот что-то села, и это было, я понимала, что мы скоро улетим. Я долго не могла к ним приступить. 1 неделю, 2, а потом думаю, хорошо, что ты себя тоже обманываешь? Надо сесть и написать. Это письма как завещание выглядит или как поручение? Это как поручение, скорее, потому что... Что я написала им? Что так бывает. Так бывает. Какие-то просьбы о том, чтобы они себя вели как-то вот так, вот как надо. А с другой стороны, а как? Зато я спокойна была. Я уже была спокойна, все будет хорошо. И на самом деле я это чувствовала, что все будет хорошо. Но ты же не можешь этого не написать. Это как будто бы безответственно. Да. У тебя были какие-то колебания между тем, что это супермиссия, и ты хочешь ее выполнить, и тем, что ты мать, и ты должна быть с детьми, и это все-таки такие весы? Слушай, вот тут на самом деле, ты знаешь, вот тут на самом деле такая штука. Я, с одной стороны, у меня была миссия, то есть это миссия, которая, она такая внешняя, а есть миссия внутренняя. Ты понимаешь? Миссия внутренняя моя просто как человека. Миссия внутренняя, она заключается в том, что я очень хочу, чтобы мои дети верили в героев, в поступки. Понимаешь, перебить блогеров и тиктокеров очень сложно. А мне очень этого хотелось. Вау. И не потому, что я к ним как-то плохо отношусь. Нормальные ребята. Но это все бла-бла-бла. Очень много бла-бла-бла. Мне очень хотелось, чтобы мои дети, чужие, еще чьи-то, какие-то дети, вообще просто дети, и это новое поколение, чтобы они поверили в то, что вот это не только время бла-бла-бла.
Ну, бывают еще и какие-то поступки. Потому что мы все равно являемся в этой истории такими, как бы, флажками. Мы, в принципе, отправлены туда, чтобы привлечь внимание и сказать, смотрите, вот Олег Новицкий, вот Антон Шкаплеров, вот там, Петя Дубров, а вот еще таких сколько, посмотрите на них. Вот эти ребята, они герои. И они не блогеры, они не тиктокеры. Они немного говорят, вы немного услышите от них чего-то. Но вообще на них можно как бы посмотреть, за ними можно понаблюдать, с них можно взять пример. Это интересно, ребята. Есть люди интереснее. А ты понимала, что тебя могут обвинить в том, что за твой счет пиарится Роскосмос? Ты знаешь, Что тебя используют? Меня так часто обвиняют во всем. И я так открыто принимаю эти все обвинения, очень честно, я даже на них не обижаюсь. Меня всю жизнь в чем-то обвиняют. Вот так сложилось, Катя. Ну, много разных обвинений. Что бы ты ни сделал. В фильме каком-то снялся, в этом обвиняют, в этом, тут обвиняют. Ты знаешь, ну и что обвиняют? Ну и что? Это же не так. Я же это знаю. То есть ты еще не считаешь нужным на эти обвинения отвечать? Нет. А кому отвечать? Ну, кому отвечать на обвинения в том, чего не существует? Ты понимаешь, этого же не существует. И любой мой ответ на эти обвинения – это признание того, что это так и есть. Понимаешь? А этого нет. Позиция. Это моя позиция, этого нету. А по поводу пиара Роскосмоса, а что плохого в пиаре Роскосмоса? Это большая проблема, на самом деле, в том числе и в нашей стране. Мы боимся, ты в Америке же была неоднократно. Ты же видишь, как люди относятся к своему флагу. А почему мы каждый раз, когда, и я в том числе, почему мы каждый раз, как только что-то связано с флагами, с этой страной или с чем-то, почему мы начинаем сразу так в тень, знаешь? Не-не-не, это не ко мне, это как бы... Почему? Ну, потому что у нас с этим флагом в том числе делаются и не самые лучшие дела, за которые нам неловко. Ну, Катя, а там может, что мы не совестливее? делается? Мы совестливее. Я думаю, что просто это тенденция того, что где-то лучше, чем у нас. Это так и есть. Но ты пойми, от того, что мы признаем, что где-то лучше, чем у нас-то лучше не станет. Ну, это же кто-то должен делать. Кто-то же должен улучшать. Кто-то же... Нельзя же только обсирать бесконечно. Ну, нельзя же не видеть ничего, понимаешь, хорошего и говорить, что у нас все плохо, мы пойдем туда. И что, будет лучше? Нет. Другой вопрос, что это всегда тяжело получается, больно. Да. Ну, а как? А как иначе-то? Ну, кто-то должен это поменять, кто-то должен все равно нести изменения. Предсказывают, что теперь ты вступишь в партию «Единая Россия» и будешь заседать в Государственной Думе как женщина-космонавт. Там есть такая специальная опция. Что ты думаешь на тему своих политических перспектив? Слушайте, я думаю, что я вообще не нужна политике нашей. Нет, Юль, ты нужна политике, это я тебе скажу. Нет, я не нужна, я тебе объясню. Я неудобный тип, я много говорю. Я все равно вряд ли смогу что-то делать как бы не по сердцу. Мое сердце слишком горячо. И вообще я не хочу, я актриса. В этом моя актрисы тоже есть в Госдуме. Миру. Слушай, как-то так складывается, что они или перестают быть актрисами, или перестают быть в Госдуме, или... Так не бывает, так нет таких совмещений, нету таких. Я знала Станислава Сергеевича Говорухина. И тоже он чередовал то там, то там. Нельзя это совместить. Говорят, что ты летала и на Дрэгон. Летала. Их было тоже 5 человек, среди них была одна женщина, Меган, прекрасная совершенно. Вообще есть традиция, что там 2 раза в неделю друг другу ходят на ужин. Сначала мы к ним туда. То есть нет такого, что это наши зарубежные партнеры, и они там себя как-то не так? Нет. Это один из тех моментов, который был совершенно волшебным, потому что ты прилетаешь, там вообще нету ничего, там нету каких-то глупостей вот этих из разряда «это наше», «это ваше», «это нельзя», «это тут». Все вместе, они были очень рады нас видеть. Им было очень интересно, что мы снимаем. У них не было разрешения, чтобы сняться у нас, к сожалению. Но я уверена, что если бы было это разрешение, они с удовольствием снялись бы у нас в фильме, и мы были бы тоже счастливы. На старте Дрэгон выглядит посимпатичнее, чем наш корабль. Посимпатичнее. А внутри?
И по-настоящему? внутри посимпатичнее. Слушай, ну, ты знаешь, огромное количество астронавтов летает на союзах и летает с большим удовольствием. Да, это может быть в чем-то неудобно, но то, что это надежно, очень надежно. Очень надежно. И, в общем, я надеюсь, что у нас появятся и новые корабли, и новые, но база, которая у нас есть, которую создали вот все те, кто на скамейке, кого мы сейчас сидим, можно что угодно говорить, но надежность у нас выше всех. И это оглядываясь на большие неудачи Роскосмоса за последние несколько лет. Слушай, ты знаешь, я не так следила вообще, в принципе, за Роскосмосом, да, и за неудачами Роскосмоса не очень следила. Ты пойми такую вещь, что должны еще вырасти, ну, для нас сколько лет прошло? С момента как бы вот этих всех перестроечных, всех вот этих историй, когда космос рухнул, когда рассказывают историю, что там наверху космонавты остались и вообще не понимали, они спустятся вниз или нет. В стране все рухнуло. А как спуститься? А где вообще? В этот момент произошел все-таки большой серьезный развал. Сильный. Спасибо, что сохранили вообще все, что есть сейчас. И, наверное, нужно и денег больше, и мозгов больше, и каких-то молодых, юных, других, которые появятся и так, родятся, ну, должны же родиться такие же, как Королев. Но ведь они же придут, но, наверное, не сразу. А с чего они могли родиться? Если мы 15 лет ничего не слышали про то, что есть русский космос. Откуда они родятся? Откуда они появятся? Почему дети... Как? Это же... Упс, вот именно. Да, нас поддерживают. Но я надеюсь, что все-таки они появятся. Я очень в это верю. Мне очень хочется, чтобы они появились. Но должны пройти годы, десятилетия. Театр же с кино тоже не быстро восстановились. Но ты же понимаешь, что это более гибкие структуры. Почему этот полет важен для российского кинематографа? Ну, мы в чем-то должны быть первыми. Ты знаешь, я очень Почему люблю... это все нельзя было в павильоне снять? Да все это можно было снять в павильоне. Ну, по-другому. Никто бы никогда не почувствовал этого космоса. Ты знаешь, я уже видела материал. Мы видели его еще на МКС и все прочее. Просто пока еще никто так не придумал, что так можно. И только оказавшись в космосе, несмотря на то, что у нас было, знаешь, инструкции на каждые 10 секунд всех сцен. У нас было все. Мы разработали здесь на Земле план такой, что такого, может быть, плана вообще в российском кино не было никогда еще. Но прилетев туда, мы так поняли, что так и не придумать было. Ну, грубо говоря, так вот мы стоим с тобой разговариваем. А вообще органично мне было бы вот так вот. Я кверх ногами, а ты вот так висишь. Мы прекрасно с тобой разговариваем, так удобнее в космосе. Так логичнее. Но разве мы могли это придумать? Что мы висим, там, сцена как бы с Олегом Новицким, мы висим вниз головой. Ну, вот так вот там удобнее, так закрепиться удобнее. И прекрасно проводим беседу. Так бы на Земле это никогда не сделал, не снял. И вообще, конечно, прекрасный совершенно фильм «Гравитация», но все же, кто понимает, что такое невесомость, понимают, что это не невесомость, понимают, что это тросы, на которых прекрасно привязана прекрасная актриса, и она всегда одна в кадре. Это же тоже не случайно. И невозможно никаких взаимодействий, и невозможно... Ну, все, что касается особенно ткани, там, волос, все существует по-другому. Предметов. Это стоит 7 миллиардов рублей? Начнем с того, что это не был отдельный полет. Да, мы вписались в график, именно поэтому были такие еще безумные сроки подготовки. В график, который был у Роскосмоса в том числе. Вместо нас действительно не полетели космонавты, которые должны были полететь. Другой вопрос, что... Это кто? Ну, вообще должны были, я думаю, полететь Корсаков и Петелин. Корсаков, Петелин, никакой Бабкин Андрей полететь не должен был. Это я сразу оппонирую Алексею Пивоварову с его передачей, потому что это все, конечно, ложь. Это неправда. Там совершенно другие проблемы, по которым кто-то не полетел. И популяризатор космоса, который так активно про это рассказывал, сказал неправду. Ты это проверяла сама? Да. Должны были полететь Сережа Корсаков, Дима Петелин. Это были первые люди, с которыми я познакомилась. Потому что я к ним прибежала и сказала: я Юля, я понимаю, что для вас это как бы очень, непростая ситуация, тяжелая и все прочее, как бы, в смысле, не извините, но я вас
как бы понимаю. Мы с Сережей вообще очень сильно подружились с Корсаковым. И он был с нами и все тренировки, и приходил к нам, и приходил на все наши репетиции. С Димой тоже у нас хорошие отношения остались. Хотя я все понимаю, и я надеюсь, я очень слежу за тем, когда они полетят. А когда вышло это интервью, и когда я увидела новые фамилии, я, конечно, побежала сразу и к врачам, и ко всем. Я узнала и причины, я узнала не только и у космонавтов, и у их коллег. Я спросила всех, кого можно было спросить. Причина там совершенно другая. Все проблемы случились гораздо раньше, чем был наш приход. И это проблемы, которые, ну, как бы так бывает, это просто здоровье, и все. А если говорить, ну, вот про все вот эти слухи вокруг этой истории, ну, это, конечно, больно. Ну, конечно, это больно, особенно от каких-то людей, например, там, вот, типа как Алексей, которому я, конечно, сразу позвонила и сказала, на что он мне сказал, ну, наверное, вы не знаете каких-то нюансов. Я говорю, я знаю все нюансы. Я знаю все нюансы. И поверьте, я это тщательно изучила. И так было непросто, знаешь, и хотелось поддержки. Каждое слово каждого человека в поддержку, оно было так нужно. И те, кто, конечно, как бы, ну вот, подливал масло в огонь, таких было много желающих. И продолжается это все. И, наверное, когда выйдет фильм, это все активно продолжится, потому что все уже наверняка будут заранее готовить статьи о том, какой плохой этот фильм. И стоил ли он таких усилий, жертв и все прочее. Слушай, я точно знаю, что это все того стоило. Вот я для себя это знаю. Получается, что формально единственный космонавт, который, ну, очевидно, пострадал от вашего полета, это Вандерхай. Марк, Петя Дубров тоже. Они, в общем, из-за нас остались там на год. Это тяжелое испытание. С другой стороны, ну, это им принесет какие-то награды и все прочее, все прочее. Я очень на это надеюсь. Вы между собой это обсуждали с ними? Обсуждали. Ну, Марк вообще просто шутил по этому поводу и очень просил забрать его с собой. Петя... Ну, мы это обсуждали, но Петя вообще был сначала так сильно скептически настроен. И так бубнил чуть-чуть, что-то там, не нравится. Мне, не знаю, мне кажется, что мы так расстались очень нежно, тепло и дружески. Все вместе. Я правда переживаю, потому что, с одной стороны, как бы для нас вроде бы космическая часть закончена, на самом деле нет, потому что я очень буду следить за их возвращением. Я надеюсь, что все хорошо пройдет. И я очень надеюсь, что вот это вот, в общем, испытание, которое на них выпало, они его достойно переживут, и это принесет им, ну, что-то другое, хорошее, важное. Одна из основных претензий, когда вы были в космосе, заключалась в том, что эти деньги можно было бы потратить на лечение, допустим, больных детей, на которых все собирают всем миром. Что бы ты ответила на эту претензию? Ничего. Почему? Ну, Кать, ну мы-то знаем с тобой, что эти деньги обязательно ровно туда бы и пошли. Они уже почти туда шли. Вот они туда и шли. Даже не сомневайтесь. Что я могу на это ответить? Ты знаешь, если бы мне сказали, что все вот эти деньги пойдут на детей... Но ты не полетишь в космос, да. Да, ну вот давайте примем это решение. Ну, наверное, я отдала бы детям. Ну, как-то никто не спросил меня. Но дело не в этом. Дело в том, что это тоже такая глупость. Ты понимаешь, это глупость. Объясню. Потому что любая проблема, которая у нас на сегодняшний день существует с нашими детьми, ты же понимаешь, что она решается не только деньгами. Ну, вот о чем идет речь. Вот, например, мы говорим 1 миллиард или сколько? Ну, какая-то любая сумма. 100 миллионов, 200 миллионов. Мы говорим, вот мы берем эти деньги, вот мы с тобой вдвоем сидим и говорим, так, у нас есть шанс помочь детям. Скольким детям мы помогаем? Зависит от их заболеваний. Ну, ты понимаешь, что мы помогаем, 10 детям. Это в лучшем случае. Мы проблему эту не решаем. Самую главную проблему. И тогда встает выбор, каким детям помочь. Почему вот этому мы помогаем, а вот этому нет? Это вопрос, который меня мучает все время дико, безостановочно. Ты сама знаешь, что такое очереди, которые стоят, потому что вот дети, и этому надо помочь, но есть очередь. Никуда от нее не деться, правильно? Можно отдать, собрать все деньги и ничего при этом не сделать.
Вот что вот меня это всегда мучает, убивает, потому что я понимаю, что по каждой проблеме, по каждой вот детской болезни, прежде чем даже как бы просить деньги, нужно придумать какую-то структуру, понимаешь, систему, которая будет работать, которая не разово поможет и не поможет там 10 детям, а систему, которая будет вот по этой проблеме медленно, но верно идти к какой-то цели. Надо увидеть эту финальную цель. Это очень тяжело, это очень страшно, потому что, ну, я не знаю, ну, кто из нас... Вот я собирала ребенку с СМА, да, вот с этим... Ты знаешь, мы собрали 90 миллионов. Меня трясло, мы собрали 90 миллионов и не успели. И я эту проблему не могу решить. У меня не получилось. Куда делись эти 90 миллионов собранные, я не знаю. Когда ты полетела в космос, я с изумлением прочла интервью отца девочек Алексея Учителя о том, что он был категорически против и прям пытался чуть ли не руками тебя остановить перед полетом. Но когда даже близкие люди против, а где ты можешь найти поддержку и то плечо, где тебе скажут, ну да, конечно, это стрёмное предприятие, но я с тобой? Ну, такого человека не было. Слушай, ну я уже, в общем, и привыкла к этому, что такого человека рядом нет. Никто отговаривать меня не смел, и даже, в общем, по большому счету, даже об этом никто не заикался. То есть вы не ругались, например, по этому поводу? С кем? С учителем? А почему мы должны были ругаться? Мы люди, которые уже достаточное количество лет не вместе. Мы как ругаться, как кто? Ну, мы ругались раньше, когда был повод. А мы очень дружим, у нас очень хорошие отношения, у каждого уже своя история. У нас прекрасные дети, которые... Ну, кто меня мог отговорить? От чего? И по какой причине, главное? И главное, по какому праву? Не очень понимаю. А когда тебе страшно и грустно, ты к кому вообще идешь? Ну, вот я иду к друзьям. Они у меня есть, и... Не знаю, к детям к своим иду. То есть дети могут тебя видеть слабой? Могут. Вот им, в общем, позволительно видеть меня слабой. Ну, вообще, ты знаешь, я не так часто вот позволяю себе быть слабой. Но вот это вот как бы, это у меня длится секунды. Вот эти секунды отчаяния, они так бывают, они так как бы... Но они очень недолго длятся. Ты боишься жалости? Очень. Я не люблю ее. Я ненавижу жалость. Это самое отвратительное чувство. Ты знаешь, это на уровне зависть, ревность, жалость. Это очень плохое чувство. Вообще считается, что жалеть – это как любить. Нет. Жалеть – это не любить. Вообще ни разу. Жалость – это унижение. Да ладно? Ну, конечно. Я тебе больше скажу, я даже вот, ты знаешь, ну, то есть вот я даже когда кого-то, например, вижу со стороны, да, и начинаю жалеть, вот там типа, ой, я все время себя останавливаю, думаю, погоди, кто тебе позволил это? Кто тебе позволяет это? Уважать, любить, помогать, но не из чувства жалости. Нет. Ты с самого детства не позволяла себя жалеть? Да, я не люблю этого. Очень не люблю. Это отвратительно. Я помню, когда у меня погиб отец, когда тогда учительница по литературе, знаешь, она еще... Я вышла, почти сразу пришла в школу, я вышла, и, ну, понимаешь, я супер отличница, все. И что-то мне задавали какие-то вопросы, а я около доски так стояла, и, ну, как сказать, я не могла как сформулировать, то ли написать что-то, я не помню, то ли ответить не могла. И она говорит, ну это 2 или что-то. И так у меня, знаешь, через воду это все идет. И вдруг начались там, тихо, у нее такая беда, та-та-та-та. И это было хуже, чем поставили бы 2. Потому что я в этот момент так как бы и ушла. Не потому что 2, а потому что тебя Не жалеют. потому что 2 плевать, правда. А потому что начали, ну типа, вот, ой, как жалко. И я сразу ушла. Я не люблю этого. Я люблю, когда меня как бы... А ты плакала, когда папу убили? Ну, ты знаешь, может быть, потом.
Потому что, на самом деле, там была такая ситуация, там надо было маму поддержать. Там плакала мама и плакала так, что... Вас же обворовали одновременно с этим? Да. Я не плакала. Ты знаешь, я очень быстро, я просто вот буквально за одну ночь повзрослела. Вот просто очень повзрослела и стала как бы... Все это так, вот так, вот так, мама, это. Послушай, у тебя и так очень, ну, назовем это аккуратно, независимый и волевой характер. Ты очень самостоятельная женщина. А теперь ты еще и слетала в космос. Как со всеми этими навыками, Юля, ты рассчитываешь выйти замуж? И рассчитываешь ли ты? Вот кто должен быть этот человек вообще? Не знаю. И не должен он был, ну, никаких, наверное, не должно быть особенностей. Ну, наверное, он просто должен полюбить меня, и хорошо бы, чтобы я тоже его полюбила. А все остальное такая ерунда. Ну, правда, ерунда. Другой вопрос, что, ну, как бы, так вот бывает, это же так, ну, как сказать, это же не придумать, не сделать, не подготовиться. Как это? Это должно как-то прийти само, потому что, ну... Совершенно точно я не из тех людей, кто сейчас будет или сейчас, или вообще когда бы то ни было. Потому что от полета в космос не сильно в этом смысле изменилось что-то. Когда ты в последний раз была влюблена? Ну, влюблена, и это одно. А когда я последний раз вообще думала о том, чтобы как бы, ну, чтобы соединиться с человеком, чтобы вместе прожить. И очень хочется, честно говоря, вот... Разные были отношения, влюбленности. Я человек, который влюбляется, да, очень часто. Ну, другой вопрос, что ты в какой-то момент понимаешь, так, стоп. Это другой вопрос. А влюбляюсь-то я часто, и я, честно говоря, влюбляюсь часто просто в очень талантливых людей, ничего не могу с собой поделать. Я просто думаю, боже, ну вот таким же талантливым нельзя быть. Другой вопрос, что вот этой смелости, которая... сделать следующие шаги, понимаешь? Вот этой смелости как будто бы во мне нет, и есть какие-то предрассудки, что как будто бы это должен все-таки сделать мужчина. А эти предрассудки даже во мне, такой независимый и совершенно отрицающий разность полов как таковых, все равно она во мне присутствует. А при этом про тебя все говорят, Юль, что ты всех свои карьеры, полеты в космос и все сделала. Через постель. Ну, ты понимаешь... Если так про себя почитать, сразу возникает какой-то образ такой просто прекрасный, я даже не знаю, куртизанки или кого-то, но это, понимаешь, может быть, так бы и хотелось бы, но слишком много мозга. Это мешает. Потому что, несмотря ни на что, ты как бы, ты думаешь, так, а вот, нет, спасибо. Когда ты в последний раз так влюблялась безоглядно, чтобы голова отключалась? Давно. Ну, в отца своих детей, конечно. В Алексея. Но это было давно. Очень. Хочется влюбиться? Хочется. Хочется так, чтобы, ну, как бы не думать. Вот не думать. Потому что, ну, пока, до тех пор, пока ты как бы размышляешь, вряд ли что-то произойдет. Ты, когда говорила о Сереге, ты произнесла важное слово «он надежный». Это должно быть то самое качество, которое тебя может остановить твой взгляд на мужчине. Чувство юмора. Еще что? Нежность. Так. Ну и возможность быть друзьями. Вот так? Да. С течением лет я пришла к одной мысли, что, наверное, отношения, ну, порывы, страсти, романы – это прекрасно. Но в какой-то момент ты как-то приходишь к тому, что тебе нужен человек, с которым ты можешь говорить, шутить, иметь одно чувство юмора. Так, чтобы, понимаешь, можно было хохотать до упаду вместе. Потому что, ну, здорово, когда страсть длится бесконечно. Но все равно она имеет свойство угасать, как-то вот видоизменяться. И тогда тебе очень нужна нежность и разговор.
нежность и разговор. И возможность, очень важно, чтобы люди могли давать друг другу свободу. Свободу, просто дышать. Я не могу сказать, что у меня какие-то запросы есть. У меня нет ни одного запроса. По большому счету, ни одного запроса нет. Просто я совершенно точно не хочу это делать искусственно. Это должно как-то случиться помимо меня. Я не хочу ходить и знакомиться с людьми на предмет. И вообще я не хочу и думаю, что это крайняя степень кризиса. Когда женщина смотрит на мужчину, тогда ты вообще ни с кем не сможешь дружить. А для меня дружба, в том числе с мужчинами, чтобы они мне там не говорили, что дружить с мужчиной невозможно, это вам невозможно, мне возможно. Как они дружат, я не знаю. Мне возможно, мне это очень нравится. А если ты будешь на всех смотреть как на потенциальных каких-то избранников, это ужас, это катастрофа. Это никакого смеха, никакого юмора, никаких, понимаешь, возможностей не накрасить стрелки. Нафиг мне это надо? Нахер мне это нужно постоянно, понимаешь, думать, что нет, так не хочу. У меня вокруг меня огромное количество крутых мужиков, которые являются моими друзьями. И кто бы про это ни говорил, меня это совершенно не интересует. Мне с ними здорово. И я не хочу себе этого лишать. А космонавты ты хорошо помнишь? Да. Все? Когда они увидели, как мы работаем, когда они увидели, что мы 6-го поперли развешивать медицинские реквизиты, начали снимать, они так... И когда они поняли, что мы закончили, 6-го мы, по-моему, закончили в 2 часа ночи, они уже пошли спать, а мы все еще снимали, там все делали, все прочее. Они поняли, что это не просто какие-то сумасшедшие, которые прилетели сейчас и будут здесь блевать и ломать им туалеты. А потом, когда они прожили с нами, они же снимались там, и когда они прожили с нами по 20 дублей, когда Клим, понимаешь, взял камеру, и он говорит, еще дубль. Не, еще, да, еще. Нет, это хорошо уже было, но еще дубль. И давайте еще один. Когда они поняли, что Клим только выглядит так, знаешь, как будто бы несерьезно, а когда у него в руках камера и наше время, то будет все снято до тех пор, пока мы не снимем, они так сначала а потом очень к нам подключились, и, надо сказать, там даже поменяли расписание ЦУПа, и все ночи нам отдали. Хорошо, а красота? Я гримировалась. Да. Ты не гримировалась? Ты про что? Гримировалась. Я гримировалась. Они смеялись, у меня там патчи были, я патчи наклеивала, они там ссывались каждый раз. Видишь, сняли много. А зачем это фейк? 40 минут. То, что потеряли. 40 минут чистыми и где-то 30 с лишним часов материала. Что фейк? Что потеряли. Да брось. Слушай, кому это послушай, надо было? я тебе так скажу. Последние 4 ночи Клим ночами все сгонял, дубль всего материала есть на МКС. Мы что, сумасшедшие? Мы что, не понимаем, что... Мне интересно, кто его пустил. Кто-то, понимаешь... Не, материал весь. Все разговаривали с американцами? Да, они к нам прилетали, и мы к ним прилетали. Как у них устроено? Лучше? Получше. Да. А там даже так не надо делать. Там просто Да ладно. Да, ты вообще ничего... ты настолько... Я, во-первых, там очень хорошо спала. Очень. Мы спали-то очень мало, по 2 часа, по 3. Нет, как-то я вообще сама просыпалась, да. Даже будильник там вы нет. жили, как ты говоришь, как в общежитии, как в коммунальной квартире? То есть, все равно у каждого... Или я знаю, что режиссер спал вообще. Он вообще в МИМе спал, потому что ему места не хватило. Он спал просто в этом модуле, там привязался так и спал. Олег Новицкий спал в МЛМе, Антон спал в своем корабле, Петя Дубров в соседней каюте спал, и я здесь спала. Но там все 20 часов, пока мы работаем, все впятером в таком пространстве. И так очень... сейчас я пролечу, Скажи, о приземлении. Тебя полусознательно вытащил. Кружилась голова, видимо. Не, у меня голова не кружилась, ноги не ходят. Невозможно с этим смириться. Вот так. Не двигается ничего. Ты встаешь, а ноги ватные. Ты не встают. Когда ты пошла? Через час.
Я вечером уже прекрасно, я уже вечером дома, в смысле дома, в реабилитационном центре уже мылась сама. То есть спуск сам уже тяжелее, чем все говорят. Ну, с Олегом было вообще это, я вообще ничего не понимаю. Что там же автоматика? Не, ну как, он же говорит это все. Он опережал просто на несколько секунд все, что происходит. Ну, тяжело физически было спуск? Нет. Нет? Нет, да? Ну, перегрузки. Ну, там главная тяжесть... Ты помнишь все? Вот это? Очень хорошо. Вот спуск я помню очень хорошо. Олег еще как бы, ну, не в смысле шутил, а он так, типа, знаешь, когда там загорелась капсула, он говорит, посмотрите налево, мы горим. Я так поворачиваюсь, а там реально там горит около Клима этот иллюминатор. Вдруг эти иллюминаторы отстрелились, а потом говорит, а сейчас начнется самое интересное. Ну, как бы... Рот закрыли. Очень важно молчать, потому что кто-то там челюсть же выламывал полностью при посадке. Руки вот это вот, чтобы не сломать, не все. Он такой говорит, а сейчас будет интересно. Ну, какую-то такую фразу. И там так... И там дальше, ты понимаешь, там происходит что-то такое, но ты же уже ничего не можешь это остановить. Да, это когда открывается парашют, тебя там как бы вот так вот переворачивают, вот так вот, а потом открывается парашют, и такой как бы дергает. И дальше у меня смеховая истерика, я как бы ржу, ничего мне, рот закрыть. Я рот закрыла. А дальше как бы... дальше взводится кресло, как бы кресло поднимается. У меня было ощущение, что пульт такой на меня так, ух, я думаю, ничего себе, как он близко. И дальше такой, знаешь, взрыв, вот там происходит взрыв под крышкой, как бы, чтобы, ну, как бы, чтобы остановить вот это движение, это падение сумасшедшее, да. И какой-то удар. А рассказывали, что будет удар падением спины со 2-го этажа, что можно сломать позвоночник, что можно сломать челюсть, то есть руки, все. И я так сижу, там ковыль, так, знаешь, уже вот за этим, за иллюминатором жужу, хоп, так лицо Константина Львовича. Я говорю, может, вы уже сели? Мне говорят, да. Я говорю, все? Знаешь, то есть я вот этого удара, мы ожидали такого, то есть я думаю, ну ладно, хорошо, переломы, вылечимся, как бук, и все. Я вообще посадки не почувствовала. А ты еще хочешь? Я очень бы хотела, но не полечу. Почему? Нет. А вдруг будет продолжение? Нет, надо останавливаться. Это такой наркотик, понимаешь, это невозможно. Слушайте, вы как девочка приехала из лагеря, родители ее спрашивают. Точно? Как там было? Когда там начиналось освоение космоса, думали о том, что, во-первых, космос будет отчасти пригоден для жизни. Во-вторых, конечно, там самые отчаянные надеялись кого-то там еще встретить. Потом, вроде как, это должно было быть полезно для развития науки и даже медицины. В 90-е история про космос зашла в тупик, конечно же, по причинам экономическим, но и по причинам этическим, назовем их так. Как сейчас ставятся вопросы, как ты считаешь, для чего нужно продолжать освоение космоса и почему нужно вкладывать туда огромные деньги? Ты знаешь, вот у меня был такой период, ну, простите за такое сравнение, понятно, что это несопоставимые масштабы, но мне не с чем сравнить. У меня был период в моем фонде, это длилось где-то около 2 лет, когда, ну, ты знаешь, есть дети, им надо помогать. И мы в какой-то момент я поняла, что вот если мы сейчас будем просто помогать по одному ребенку, мы никогда ничего не сделаем, понимаешь? И мы закрыли оплаты курсов реабилитации с болью, со слезами, понимаешь, когда ты... Это вызвало большой резонанс, что вы перестали помогать детям на реабилитацию. Это было так мне больно, это было так... И мы погрузились на 2 года в поездки по реабилитационным центрам мира, в обучение врачей, в поиск этих врачей, в обучение эрготерапевтов, специалистов, которых нет по нашей проблеме. Эти 2 года тебе постоянно нужны были деньги на все, понимаешь? Деньги на то, чтобы найти этих специалистов. Вот сейчас прошло время, и мы начинаем получать дивиденды с этих безумных, очень тяжелых, очень нервных 2 лет. Мы уже активно помогаем детям, хотя по-прежнему не оплачиваем курсы реабилитации, потому что мы ждем, когда мы сделаем свой центр. И это будет, надеюсь, не просто наш, я надеюсь, что государство будет тоже с нами. Это будет в Москве?
Это будет и в Москве, и в Тюмени, и еще где-нибудь. Мы, слава богу, открыли центр на шоссе энтузиастов. Это центр, в котором детям не надо лежать в больнице, а просто вот ты в этом округе живешь, ты приезжаешь на колясочке, ребеночка на 4 часа привел, ему все сделали. Там 9 специалистов, всех. Они работают все вместе, они работают командой. Ты пришел, 4 часа, или кому там сколько назначено, там все происходит. У меня мечта, чтобы таких центров было в каждом округе Москвы для начала. И тогда сейчас моя первая сколько мечта детей там сбудется. может быть на шоссе энтузиастов? Ты знаешь, все, кто сейчас есть на районе, нам пока на всех хватает. То есть это на один район? Это на один округ. Мы Да, сейчас начинаем получать дивиденды, и там огромный парк, понимаешь, вот всех средств технической реабилитации, которым дети тоже могут пользоваться и прочее. Почему я такое сравнение привела? Потому что мне кажется, что вот у нашего вот русского космоса, да, обязательно должен наступить вот такой период, когда ты, как бы тебя там ни хаяли, понимаешь, вот что бы ни происходило, но сосредоточиться и набирать кадры, делать проекты, разрабатывать проекты. Но для этого нужны очень большие деньги, понимаешь? Без этого никак. Но вот какую-то, знаешь, такую огромную базу, которую нужно сложить для того, чтобы потом получать с нее дивиденд. Ради чего? Ну как ради чего? А дальше появятся обязательно проекты научные, в том числе, медицинские. Ну как и для чего? Ну это без этого, ну как для чего? Для того, чтобы совершать открытия, для того, чтобы понимать, существует ли вообще возможность вот какого-то такого ухода и в те пространства в том числе. Всякое может быть. Но вот как-то надо вовремя, чтобы нашлись люди, которые смогли их поддержать. Понимаешь, не сказать, так, все, это плохо, это неправильно, нельзя, нельзя, нельзя. А вот таких безумцев, которые придумывают что-то. Ты летела в космос, космонавты летают с игрушками, ты летела с галчонком, который символ вашего фонда. Да. Я его сегодня передала в музей. Передала? Да. Все, теперь галчонок там? Да. А у фонда что будет? Ну все. У фонда дети будут ходить в музей космонавтики, им надо выходить. Их будут там всегда рады видеть и ждать, и они будут понимать, что вот он там. Ты учредитель фонда «Галчонок». Я соучредитель вместе с Катей Ахановой, да. Бывший соучредитель фонда «Галчонок» Ольга Журавская опубликовала несколько постов, в которых в том числе обвинила тебя в захвате этого фонда. Что ты могла бы на это ответить? Ничего, я хотела просто сказать, Оле, что, Оля, несмотря ни на что, я очень нежно к тебе отношусь. В момент, когда так случилось, вместе как раз с Катей Ахановой, с Лизой, мы разрабатывали идею нового фонда. Ну, когда в один прекрасный вечер Оля позвонила мне и сказала, что все, как бы, у нее другой фонд. То есть она ушла из фонда? Нет, она не ушла из фонда, она зарегистрировала другой фонд. И она сказала, ну вот, а теперь как бы думай. Я говорю, а в смысле, что мне думать? О чем? А я села думать. Я тогда снималась у Гриши Добрыгина. Это был «Ледяной Ржев». И с дошираком я сидела и думала, зачем мне это? Ну, зачем? У фонда миллион проблем, куча долгов. И ни одного проекта. Ты пришла в фонд «Галчонок» в качестве амбассадора? Да, я была как просто... ты там появилась? С легкой руки чулпан. Это было все прекрасно. Было прекрасное время. До тех пор, пока мне не захотелось... посмотреть все-таки, что мы делаем. Мне захотелось что идут собранные деньги? Ну, не только деньги, не только это. Я просто хотела понять, как мы будем дальше развиваться, а что мы дальше будем делать, а какие проекты, а как мы помогаем детям, как мы еще будем придумать, помогать детям. А дальше все случилось, то, что случилось. Я ничего не буду про нее плохого говорить. Не хочу. Ну, не хочу, Катя. Это абсолютно, понимаешь, все ее обвинения, все это, ее право. Ты будешь отвечать на это? Нет, ни в коем случае. Зачем? Чем сейчас занимается фонд? «Галчонок» – это фонд, который помогает детям и теперь молодежи с органическими поражениями центральной нервной системы. Если так просто, это аутизм, ДЦП и много-много-много еще разных, скажем так, нюансов. Чем мы занимаемся? Мы сейчас открыли реабилитационный центр. Но самое главное, вот за что мы топим и за что как бы иногда входим в данном случае в разрез с какими-то нашими системами по этому вопросу, да, государственными системами. Очень хочется, чтобы как-то всем еще рассказать. Вы знаете, эти дети,
и эта молодежь, они вот как мы не будут. Они всегда будут особенными. Но это не повод им не жить, не любить, не дружить, не учиться, не работать, не жить полной, счастливой жизнью. Это очень тяжело осознать, очень тяжело собирать деньги на таких детей, на такие проекты, потому что, как ты понимаешь, человек дает деньги и хочет понять, чему научился ребенок. Грубо говоря, не то, что чему научился, а как он выздоровел. Какие перемены эти деньги вот он был такой, жизнь. а теперь он вот такой. Какой ложку научился брать сам? Ложку? Сам научился ходить в туалет. Он сам может быть дома более часа. Это про более взрослых, про молодежь. Он может сам включить стиральную машинку. Он может сам попробовать пойти в магазин. Это никого не вдохновляет, к сожалению. Понимаешь, поэтому собирать большие деньги тяжело. Тяжелая проблема, ты знаешь, правда. Тяжелая, и диагноз тяжелый, потому что вот как сделать так, чтобы они были счастливы? Ты же понимаешь, обычные дети, ты бьешься, и то сложно, на учебу сложно, поступить в институт непросто, да, на работу устроиться непросто, замуж, жениться непросто. А тут эти дети, которые особенные, а хочется, чтобы они тоже были счастливы. И хочется, чтобы они себя чувствовали равными. И это огромная работа с обществом, понимаешь? Это нельзя решить курсами реабилитации, сколько бы ты в это ни вкладывал. Это гигантская работа с людьми вокруг. Ты затеяла сначала огромный спектакль стихотворения, где читали стихи народные артисты. И заслуженный. Да. Потом у тебя был спектакль «Люди и птицы», где у тебя Евгений Миронов расхаживал голубем. Ты сама была... Я была голубкой, а он был лебедем. Лебедем он был? Или гусем? Гусем, господи, да. уже. Но это, скажем, интертеймент, да? Насколько ты глубоко погружена в финансовые дела фонда и в программы фонда? Вообще, видишь, мы закончили с интертейментом, особенно сейчас, в этом ковидном мире. Руки у меня не чесались. А чешутся? Конечно, что ты, это же такое счастье. Во-первых, это место, где мы встречаемся с этими детьми, и с их родителями, для которых это чрезвычайно важно. Конечно, у меня руки чешутся, но мы не имеем права, и так у них достаточно разных медицинских проблем, чтобы еще и подвергать их опасности. Мы отменили 2 голофеста подряд. Я плакала горючими слезами. Понимаешь, мы в такие сложные годы для фонда проводили голофест из последних сил, на последнем издыхании, без денег, без всего. Мы все равно делали голофест. Это была такая, значит, что мы живем. Занимаюсь ли я финансовыми делами фонда? Занимаюсь. Программами? Да. Как программами? В смысле, я их уже теперь не составляю, хотя раньше я их составляла в том числе. Ты, артистка, составляла программы фонда? Составляла. Мы составляли это вместе. Для меня было это очень важно. До тех пор, пока президент нашего фонда Лиза сказала: послушай, смотри, вот это ты делаешь, а вот это мы делаем. Ты приходишь, это проверяешь. Ты понимаешь, что я была из тех людей, которые с удовольствием в фонд покупал туалетную бумагу и все делал. Мыл. Занимался всем, понимаешь, проблемами в семье сотрудников. И это прекратила Лиза, которая в какой-то момент мне сказала: знаешь что, так не надо. Мне было так, как тебе сказать, как будто бы даже меня от чего-то отодвинули, что мое, оно святое. И на самом деле ты, когда бежишь и покупаешь реквизит на спектакль, тратишь свои последние деньги, кровь, пот, понимаешь, вот эта истерика бесконечная, что со мной было на протяжении нескольких лет, этой бесконечной истерики по поводу фонда. Правда. Мне было больно, было обидно. Как будто бы им больше моя помощь не нужна. И она говорит: ты знаешь, есть вещи, которые надо решать. Вот ты их будешь решать. А то ты в своем этом, у тебя есть ощущение много работы, а нам нужно вот это от тебя. И что им нужно? Решать вопросы, большие вопросы. Вопросы в том числе офисов, проектов, новых притоков инвестиций, благодарности. То есть просить помещение и деньги. Давай так, по-нормальному. И это тоже, да. Мне было сказано: знаешь, все остальное мы совсем справимся, спасибо. И я ей так благодарна за это. Правда.
Потому что я бы, наверное, никогда не смогла даже удовольствие от этого получить. Понимаешь? Ты знаешь, у меня в этом году было много съемок в начале вот года. То есть это, получается, 20-й на 21-й, да? Значит, в сентябре пришла, в октябре пришла. Ну, фонд постоянный, бесконечный, ну, как бы, обсуждение, все. И вдруг они мне говорят, слушай, ну, все, так как бы сейчас, все нормально у нас. Они меня ни разу не позвали на какой-то разбор. Они ни разу не попросили, чтобы я пошла куда-то деньги собирать. Я напряглась. Жутко. У меня так уже просто было в прошлый раз. Перед тем, как фонд загнулся. Я пришла такая злая. Ты не можешь себе представить. Я пришла с таким монологом, что так не будет. И вдруг, так, знаешь, раздвигается экран, и по очереди сотрудники фонда делают 20-минутную презентацию по итогам 2020 года. Я там на какой-то 5-й минуте, у меня началось просто... Я просто не могла себя сдержать, потому что вышло там около 15-20 специалистов, которые просто как будто бы мы, знаешь, находимся в бизнес-школе Сколково, честно. И они рассказывали каждый про свой проект, половина из которых проектов я просто не знала. Половина проектов, которые я знала, но не знала, что они осуществлены. Кать, ну, я этим занимаюсь давно. Не все же получалось, не все сразу получалось. Когда они мне это все прочли, я подумала, ну это точно все не зря. Понимаешь, вот все эти боли, все эти оскорбления, все эти пошапки получения, все эти какие-то, знаешь, когда, ну, разные были периоды, когда вдруг всех твоих ближайших друзей настраивают против тебя, рассказывают, что ты что-то сделал, а ты как дурак, понимаешь, тянешь этот воз проблем неразрешенных, выплачиваешь все эти долги, и вдруг... Вот эти твои дети, они на твоих глазах превращаются в какой-то серьезный, большой фонд с юмором. Сколько было в презентации юмора? Ты не представляешь. Сколько сейчас детей на попечении фонда, детей и молодых взрослых? Сейчас чрезвычайно сложно уже посчитать, сколько детей на попечении, потому что сейчас у нас есть Тюмень, где работает Вера Анатольевна Замановская, и там все ее дети, они, в общем, тоже под нашей опекой в том числе. Сейчас есть оно, физическая реабилитация, это Санкт-Петербург, это Катя Клочкова и ее большая команда. Это центр «Апрель», новый реабилитационный центр на шоссе Энтузиастов, в котором мы постоянно как бы пытаемся пополнять количество специалистов, которых мы обучаем и сразу кидаем на амбразуру. Каждый человек на вес золота, потому что объемы растут. Мы по-прежнему оставили все те классы, которые мы вели, мы открываем новые, но ты знаешь, мы по-прежнему пока еще не гонимся за объемом. Мы сейчас во время карантина отхватили себе, я даже по-другому не могу сказать, просто прекрасных врачей, прекрасных специалистов. Попечителем фонда стал Попков Дмитрий Арнольдович. Ну, я думаю, что если люди хоть чуть-чуть в курсе, они понимают, что это абсолютный гений и очень избирательный человек. Мы долго общались, прежде чем он вот поверил и отдал как бы свое имя, потому что это для него... Такая серьезная история очень. Я надеюсь, я на него молюсь. Я надеюсь, что впереди у нас с ним большие истории. А сколько денег вот вы собираете и тратите? Ну, 100 миллионов. В год? Где-то так, да. Ты же понимаешь, это не такие большие суммы, поэтому пока, к сожалению, в большей степени хватает на разработку всех тех проектов, которые придется осуществить, но очень скоро. И как бы уже прямо очень скоро нам потребуются огромные деньги. Огромные. Будем думать, где их брать. То, как ты об этом рассказываешь, это противоречит общепринятой концепции, что благотворительный фонд это сообщество сострадающих больным людям людей, которые вот в порыве что-то делают. Ты рассказываешь это как отлаженный бизнес-механизм. Должен ли фонд быть бизнес-механизмом или должен фонд быть вот, сообществом людей, которые из благородного порыва что-то делают? Нет, только бизнес. Он должен быть бизнес-механизмом. Я прошла этот путь первые 5 лет. Это было сообщество больших горячих сердец, которые в результате чуть друг друга не порешили. Если все построено только на больших горячих сердцах, и нету стратегии, и нету системы, и нету человека, который стоит у руля с холодным умом, регулирует проблемы, то никогда не построить что-то новое.
В режиме просто помощи домашнего маленького семейного фонда, да. Но хочется же что-то перевернуть в проблеме. Мечта, знаешь, чтобы фонд только сидел, придумывал проекты, а дальше прекрасно передавала государству, которое бы с удовольствием это делало и внедряло, и верило в это. Ну, просто нужно наработать этот опыт, чтобы с чего они сейчас пока нам будут доверять, да? Мы должны пройти этот путь. Мы пройдем этот путь, и обязательно, я думаю, что это примут и другие. Через 1,5 месяца, через 2 месяца у тебя в Театре наций премьера. Ну, я думаю, все-таки попозже. Что это будет? Это будет кабаре. И ты будешь в главной роли? Я буду в главной роли, и будет Саша Урсуляк. Мы будем 2 состава. Ну, как бы тут такая история. Я пока все равно еще, поскольку у нас впереди еще целые съемки, и как бы нам надо пройти еще и этот путь. И он будет очень часто завязан на стартах ракет, еще на чем-то, на том, что не подвинешь, понимаешь? Поэтому было бы так увереннее, чтобы со мной был прекрасный 2-й состав, и будем выпускать вместе. Боишься ли ты, что так, как тебе это на Байконуре говорили, артистка приехала, то теперь в театре и в кино тебе будут говорить, космонавтка пришла? Нет, не боюсь. Другой вопрос, что, как тебе сказать, я не боюсь этого и даже, нет, не боюсь, но ты понимаешь, другой вопрос, что как будто бы теперь ты сама от себя ждешь чего-то такого, а ничего ж такого не произошло. Вот, может быть, главное разочарование, оно в себе произойти, что как бы, подожди, стоп, ты не полетела, ты как бы, а поешь ты так же, а танцуешь ты так же, понимаешь, а как бы и играешь вроде так же, понимаешь, вот может быть вот это будет от себя такое как бы, а где космос-то? Где он? Куда он делся? Этот космос, он, придет ли он сюда? Не знаю. Правда, я не знаю, это как-то улучшит мои актерские, как бы сказать, дарования и проявления, я не знаю, не думаю, из чего. Надо возвращаться в форму. Понимаешь, это тоже целая такая история. Нужно возвращаться в форму. Мы набрали другую форму, а эту-то мы потеряли. Сколько? Полгода почти нет спектаклей. Надо возвращаться. Но, с другой стороны, я детей рожала, поэтому, наверное, сможем вернуться. Если бы тебе той псковской 11-летней девочке сказали, что станешь заслуженной артисткой Юлии Пересильд и полетишь в космос, ты бы могла в это поверить? Ты знаешь, я была страшная мечтательница. И на самом деле вот эта история с космосом, она странным образом мне вернула эту историю, потому что я приходила домой со школы, и у меня было где-то 2 часа мечтаний. Это было очень во мне рационально, абсолютно. Я так ложилась на кровать, и как бы никто мне не мешает. Я не сплю, я не делаю уроки, телефонов не было. Я лежала и мечтала. Очень подробно. Кем ты будешь? Кем я буду, как это вообще будет, проходить моя жизнь, как я вот туда приду. И там огромное количество, 1000 картинок из жизни. Можно обхохотаться, но 70% всего того, что я мечтала, абсолютно сбылось вот до точности, понимаешь, до точности дежавю. Просто что-то я не могла домечтать, потому что я нигде это не могла до этого увидеть, понимаешь? Но, в принципе, все эти мечты, они сбылись. Это такая была, с моей стороны, в том числе психотерапия, как я так думаю. Но я тоже думаю, почему я сейчас не мечтаю? Вот даже интересно. На самом деле космос, он так вот это колесо, в котором я крутилась, он его так как бы и чуть-чуть затормозил, в хорошем смысле. И очень долгая дорога от Звездного до Москвы, от Москвы до Звездного. Я так ложилась в машине и так, не спала, а вот именно думаю, а вот это будет вот так, вот это вот так, вот это вот так. И это было кайфовое время, я как будто бы снова вернулась к таким, знаешь, детским фантазиям таким. Расскажи, как ты себе себя представляешь через 10 лет? Я не вижу себя через 10 лет, но почему-то мне очень хочется быть такой сухой старухой с маникюром. Обязательно с маникюром. Мне очень хочется курить или сигару, или какую-то просто сигарилу. И покрикивать на внуков, и так, чтобы, знаешь, мое слово для них очень много значило, чтобы вот это слово такое «Стоп! Все сюда!» И они как-то очень быстро прибегали. Как-то вот хочется, знаешь, ближе к морю, к солнцу и меньшему количеству проблем. Очень хочется, знаешь, с годами... И, кстати, я, в принципе, этим путем и иду.
становиться все менее серьезной. Правда, я в 11 лет стала таким серьезным человеком, каким, может быть, не являются взрослые. И мне хочется с каждым годом обретать все больше легкости. Тем более я уже побыла в невесомости, я знаю, что такое по-настоящему легкость и как это бывает. А вообще невесомость – это почти как состояние влюбленности. Да. И чем дальше, тем хочется становиться легкомысленнее, отвязнее, больше себе позволять, становиться все более открытие людям. Вот честно, правда, вот при всем том сопротивлении, которое, ну, знаешь, как возникает от количества иногда говна, упадающего тебе на голову, хочется, главное, в этот момент просто сказать: ну, иди сюда. Ну и ты давай. Ну, как бы хочется точно, знаешь, не покрываться скорлупой, а ровно идти в обратную сторону. Потому что я думаю, что это главный способ вот как бы и тех людей, которые льют на тебя говно, понимаешь, спасти от того, чего их ждет, понимаешь? Да. Ведь все эти люди, которые безостановочно пишут, им же потом бывает очень плохо, я думаю. Я так думаю. Я думаю, вообще не все там хорошо потом в дальнейшем. А самой хочется, ты знаешь, очень хочется, чтобы вокруг тебя был какой-то такой прекрасный купол любви, а ты все равно в центре стоял с такими раскрытыми руками. И те, кто хочет как бы получить эту любовь, те, кто готов вот это вот как бы, чтобы они, ну, всегда чувствовали, что это есть, а не то, что ты превратился в какую-то скорлупку какого-то сухаря, жестокого человека, который хочет всем отомстить. Это же ужасно. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость. Невозможно выбрать. Ну, справедливость. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Безопасность. Ну, еще бы ты из космоса прилетел. Нет, ну безопасность, потому что не всегда правда. Ну, тем более мы же выбрали справедливость. Справедливость лучше, чем правда. Земля или космос? Земля. Земля. Она такая прекрасная. А космос красивый, прекрасный, но очень холодный. Бездна. Нам еще предстоит ее изучить. На самом деле, это как бы не то, чтобы я сошла с ума, но от Земли идет такая, знаешь, ты так смотришь на нее, ну, может быть, конечно, она для нас не чужая, да? Ты смотришь на нее, и мне все время так хотелось прям как-то спеть ей, потрогать вот так вот. Ой, я просто представляю, как ты сидишь возле иллюминатора и поешь. Я все время пела и танцевала. Ну, только меня ловили, я все время стеснялась, что скажут: тут ебанутая. Все время то поет, то танцует. Ну, военные люди, это. А я то как бы, знаешь, при каждом удобном случае. И пою еще. Теперь для наших друзей в космосе звучит песня. Нет, но на самом деле песню, которую мне все время хотелось петь в космосе. Какая? Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветви упруго. Тебя я услышу за 1000 верст. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга.